Земля! Идем, серый бездельник. Не хватает их. Только не заплывай за край света! Бешеный Джек, пират. Жуткий случай с женитьбой и ведьмами. Автор сценария Билл Кофман. Нашел! Наконец-то я нашел клад! Отыскал старый пиратский сундук. Не пропали мои труды. Теперь я смогу совершить кругосветное плавание. Денежки здесь. И мои. Все мои. Мои! О, нет, флэш-дэшинг. Так нельзя. Нет, можно, Джек. Как всегда, ты успешно выполнил большую часть работы за нас. Матильда, забери у Джека нашу добычу. Нет, я ее не отдам. Проклятие. Не тебе сражаться со мною, Джек. Я мог бы снести тебе голову, но лучше оставлю тебя сторожить этот милый необитаемый остров. Может, все-таки поделим деньги? Нет, я лучше их все у тебя заберу. Если выберешься отсюда, звони, не стесняйся. А мне нравится этот остров. Скорее разузнай, почему тут нет людей. Зачем они мне нужны? От них одни неприятности. Я все понял. Поверь мне, я самый лучший стрелок в мире. Не смеши, ты слепой. Я стреляю лучше, чем ты. Спорим, я лучше. Оставь свой корабль, а я это... Носовой платок? Я ставлю корабль, а ты эту тряпочку? Это необычный платок, мой друг. На нем карта волшебного острова Ведьмин дух. Ведьмин дух? Да, это подробный план острова, и на нем точно указано, где спрятаны несметные сокровища 3 ведьм. Сокровища 3 ведьм? Самый заманчивый на земле клад. Мы обеспечим себя на всю жизнь. Значит, я должен тебя победить в стрельбе из лука вот этими безопасными стрелами с присосками, и сокровища 3 ведьм мои? Если ты выиграешь, карта твоя. Но если я выиграю, я забираю твой корабль. Капитан, ты же самый плохой стрелок в мире. Да ведь он слеп как крот. Я его живо обставлю. Это будет так просто. Можешь стрелять первым. Понял, как со мной состязаться? Так, это хорошо, да. Просто отлично, замечательно. Боюсь, мне придется пойти на обман. Мошенник! Хорошо. Да, жизнь порой грубо с нами обходится. Спасибо вам за приятный вечер. Пока. Да, пока. Ой, какой же он противный! Я согласна. Он подлец. О, да. Нам он вполне подходит. А бешеный Джек-пират, не тратя зря времени, поднял паруса на своем корабле и пустился в очередное дерзкое и, надо заметить, долгое плавание за мифическими ведьмиными сокровищами. Месяц спустя. Нет, я так больше не могу. Успокойся, Хьюберт. Не трогай меня. 7 недель без приличной еды.
Я скоро совсем спячу от голода. Я же ваш талисман. Посмотрите, я же таю. Как отощали мои ножки, крылья всегда были в перьях, такими пышными, сильными, нежными. Я должен прилично питаться, или я превращусь в привидение. А с вами что будет, а? Плыть через весь океан без талисмана на борту — это что-то? Попробуйте! Без такой милой зверюшки что вас ждет, а? Все, я звоню агенту. Наверняка полно кораблей, которым нужен свой талисман. Я буду в своей каюте и не выйду оттуда, пока ситуация не изменится. Не выйду. Примадонна, сейчас поджарим цыпленка. Земля! Это остров, капитан. Дай-ка мне. Ты это видел? Нет, совсем другое. О, парни, мы должны найти этих ведьм и отнять сокровища. Спустить шлюпки! Если верить карте, мы скоро отыщем 3 ведьм, а уж они-то покажут нам, где спрятаны их сокровища. Да, но как вы их узнаете, капитан? Я не знаю, но они, наверное, похожи на ведьм. Спросим у них. Простите, но вы не подскажете, где мы могли бы увидеть 3 ведьм? Мы хотим найти их сокровища и украсть. Эй, ну! Я его цапну. Нет, Я превращу его в жука. Его будет легче тогда транспортировать. Отлично, только не спеши. Что за... Вы 3 ведьмы, правда? Постойте, вы хотите за меня замуж? Хотим женить тебя на Лохудре Озерной. Лохудра живет в этом озере недалеко, милый. Она просто милашка. Милашка Лохудра живет в озере? Слушай, Джек, у тебя нет иного выбора. Вот ее папаша, мистер Пол. Привет. Привет. Мистер Пол сказал, что если мы найдем хорошего жениха для его дочери, он забудет о том, что мы заложили остров, и мы сможем жить на нем бесплатно. Это так мило, да? Но почему женюсь я? Помнишь слепого старика, что показал тебе карту в кабачке хитрая обезьянка? Что с ним? Это мы притворились им. Ясно? Мы решили, что если на Лохудре должен кто-то жениться, то пусть им будет жадный паршивец. И ты оказался самым жадным. Да, но как я женюсь, если оказался жуком? Мы тебя сделаем прежним. Ты пока поживешь у нас, а мы все подготовим к свадьбе. Я буду жаловаться. Кто вам позволил распоряжаться мной? Где у вас телефон? Какой еще телефон? Что? Кто здесь? Я? О, привет. Господи, ну и вид у тебя. Посиди-ка здесь 20 лет, посмотрим, что с тобой будет. 20 лет в этой камере? Около того. Как тебя зовут, парень? Я Снак, сэр. Снак? За что мне все это? Быть запертым в вонючей камере с полоумной крысой по имени Снак. Ждать свадьбы с озерной Лохудрой, ко всему прочему. Вы собираетесь жениться на озерной Лохудре? Как все же некоторым везет. Женитьбу на монстре ты называешь везением? Я был бы счастлив. Замолчи, я не хочу говорить. Как хотите. Надо отсюда сбежать. Сбежать? Вы сказали сбежать? Он хочет сбежать. Вот это да! Он хочет сбежать. А ты пытался? Я вообще-то даже не думал об этом. Мне нужно что-то тяжелое, чтобы сломать решетку. Бесполезно. Она крепче, чем твоя задубевшая от безделья башка. Значит, вам больше не нужна моя голова, сэр? Нет, я же так и не смог ею разбить эти прутья. Мне бы сейчас совсем неплохо прилечь, как говорила моя бабушка. Я знаю, что делать. Я напишу письмо, засуну его в бутылку и брошу в воду. Может, кто-то придет мне на помощь. Неужели есть люди, способные помочь? Не все такие жадные, эгоистичные пираты, как вы? Да, я надеюсь.
Я подпишу письмо именем какой-нибудь девушки. И, конечно, в конце я 3 короба обещаю тому, кто меня спасет. И я обещаю выйти за моего спасителя замуж и хранить ему верность. Мой спаситель, к тому же, получит чрезвычайно щедрое вознаграждение от моего отца-короля. Нет, моего отца, известного адвоката. Он отдаст все свое состояние, оно очень большое. А еще замок, яхту и годовой запас туалетной бумаги. О, туалетная бумага. Это произведет впечатление. Жаль, что нет фотографии. Но она есть, Снак, есть. У меня есть фотография самой обворожительной женщины в мире. Я обнаружил ее в волшебной книге мага Фредерика из Голливуда и тут же стянул. Вот бы стянуть саму книгу. Ладно, засуну письмо в бутылку и выброшу из окна. Зря вы ее бросили в это окно. Почему это? Потому что только вот это окно выходит на море, а то, что выбрали вы, выходит на парковку. О, я глуп. Может, сейчас не время для этого, но я вспомнил анекдот, сэр. Ничего, рассказывай. Ну, как-то раз встретились на причале 2 рыбака и монахиня. И вот эти 2 рыбака... Ого. Нет, там было 3 рыбака и деревянные носовки. Они... Нет, встретились 2 пуделя и сенатор. Нет, сенатор... 7 месяцев спустя. Тогда этот доктор сказал дельфину. Нет, дельфин из другого анекдота. Вам его рассказать? Может, ведьмы меня повесят, если я их попрошу. Лучше умереть от удушья, чем слушать твои старые анекдоты, Снак. Как холодно. А было еще холоднее, пока я не прикрыл плакатом дыру в стенке. Дыру в стене? Снак, почему ты мне сразу не сказал? Я не хотел, чтобы вы замерзали. Ну, пока. Что ж, был рад познакомиться. Надеюсь, мы еще увидимся. Пока. Осторожно, там нет ступеней. Удачи. Я покажу команде, как меня бросать. Они усвоят, что значит слова «пожалуйста, боженька, не лишай меня разума». Бешеный Джек, пират. Что? Кто это? Это я. Я? Кто я? Это я, твоя совесть. Прости, моя что? Твоя совесть. Не знаю такую. Стой! Я твоя совесть, бешеный Джек. Как ты можешь, оставив того бедолагу в камере, наслаждаться свободой? Это совсем не трудно. Я выбрался из тюрьмы, и как только найду матросов, тут же начищу им рожи до блеска. Он же твой друг. Друг? Друг? Прости, но для меня это новое слово. Ты не можешь бросить его. Конечно могу. Прости, но мне уже надоело слушать тебя. Я еще не так надоем. Значит, ты будешь меня преследовать целыми днями, пока я не освобожу Снака, этого глупого крысенка. Я могу просто замучить тебя. Да, но меня могут снова поймать, и тогда уж точно заставить жениться на этой лохудре. Ты хочешь, чтобы я пожертвовал личной свободой ради крысеныша Снака? Зато как возрадуется твоя душа. Душа? Хватит молоть всякую ерунду. А если я тебя не послушаю? Тогда я начну орать. И буду орать постоянно. Хорошо, убедила. Но если со мной что-то случится, то я тебя из-под земли достану, мисс Сопесть, или как там тебя зовут? Совесть. Совесть, да. Француженка? Отли, серый бездельник. Надо выбираться отсюда, пока дверь камеры не открылась. Что, ты об этом? Об этом. Так, мы вовремя. Я слышу свадебный звон, милый. Идем, невеста ждет. Пора надеть галстук. Ой, я люблю свадьбы. Я больше никогда в жизни не совершу хороший поступок. Ну, все готовы? Я не готов. Мне нужно время опомниться. Лет так 40. Он бредит, не слушай его. Тогда ведите сюда невесту. Она всплывает. Это так мило.
Я жду чуда. Не торопись, старина. Флэш, я так счастлив видеть тебя. Спасибо за все. Слушайте вы, объясняю. Это письмо от чудесной девушки, которую вы хотите насильно выдать замуж за этого идола. Порыв ветра бросил мне его прямо в руки. Сама судьба хочет, чтобы я сейчас же женился на ней. Можно взглянуть на письмо? Умирайся, или я снесу твою глупую голову. Хорошо, как скажешь. Ты, сынок, точно хочешь жениться? Да, милая дама, если, конечно, вы дама. Я Флэш Дэшинг, я герой-покоритель морей. Я не позволю выдать прекрасную девушку, написавшую мне письмо за этого длинноносого негодяя, пройдоху и афериста. Ладно, сынок, она твоя. Да, она твоя, Флэш. Что же делать? Кажется, ты меня опять обошел. Ах да, конечно, спасибо. Теперь я могу идти? Да, уходи. Да, негодяй, проваливай, пока я не забыл о присутствии дам и не наделал из тебя сэндвичей. Так, не пора ли нам перейти к делу? Где красавица? Познакомься с моей дорогой доченькой. Выходи, моя рыбка. Это несчастная пленница? Она никогда не была нашей пленницей, никогда. Ужас! Но я же герой! Я не могу взять свое слово назад! Я обязан проявить благородство и жениться на этом чудовище. Молодец! Стой, Снак! Я хочу это видеть. Такое нечасто случается. Какой же болван этот Флэш. Смотри, он и впрямь намерен жениться. Наконец-то я над ним посмеюсь. Да, смотри, он целует ее. Ты можешь поцеловать свою невесту. Что это? Что? Нет, нет! Привет. Здравствуй, смельчак. Почему? Почему? Судьба, как всегда, зло подшутила надо мной. Да ладно, сэр, могло быть и хуже. Хуже? Разве может быть хуже? Он отхватил красотку. Ее отец вряд ли даст Флэшу полцарства в придачу. Держи-ка, зятек. Это сундук с сокровищами. Делай с ними все, что захочешь. Прости, там одни бриллианты. Ладно, я это переживу, папа. Я не хочу, чтобы ты служил мне до конца жизни, Снак. Я вовсе тебя не держу. Нет, вы спасли мне жизни, и я никогда не оставлю вас, сэр. Мы будем вместе, сэр, отныне и навсегда. И ты не изменишь свое решение? Нет, не изменю, капитан. Я всегда хотел стать пиратом, считать пиастры и пить ром. Ты когда-нибудь плавал? Никогда в жизни, сэр. Ты мне годишься. Будешь первым помощником. Вот так Снак-крысенок стал первым помощником, и у него началась жизнь, полная приключений. Он отправился в плавание вместе с бешеным Джеком-пиратом. Только не заплыви за край света, Снак! За край чего? За край света! Ой! Всем привет! Я петух из сцены 21. Вы должны помнить, я оказался в духовке в том эпизоде. Потом я поболтал с милыми людьми из Фокскида, и мы решили всем сообщить, что я на самом деле не умер. Ведь детей может травмировать то, что меня зажарили и съели, несмотря на то, что их мамы наверняка не так уж редко жарят моих собратьев. Мы хотим, чтобы вы, дети, знали, что я живой. Я не зажарен, нет. Вообще-то я не совсем живой. Я нарисован художником, а какой-то бедняга-актер имитирует мой голос за жалкие деньги, на которые он может приобрести только пиццу в студийном буфете. Я не могу быть убит, потому что реально не существую. Смотрите! И видите? Видите? Ничего, я прежний. Я же мультик. Вот, смотрите еще. И еще. Со мной ничего не случилось, потому что я мультяшный.
Проклятие голубого карбункула. Автор сценария Билл Коп. Я знала, что ты придешь, Джек, что тебя никто не остановит. Конечно, милая, наша любовь слишком сильна, и нас не смогут разлучить даже страшные зеленые демоны. Мы с тобой всегда будем вместе. Поцелуй меня, милый. Хорошо. Как приятно, капитан. Скажите еще раз, что мы всегда будем вместе. Нас кто-то видел? Нет, не думаю. А разве нам нужны свидетели? Конечно, нет. Можно спросить, что здесь произошло и почему я весь мокрый? Ну, сначала вы жаловались на то, что у вас нет денег для злого Вилли, который придет завтра ровно в 6 получать арендную плату. Затем вы начали биться о мачту, а затем бросились в море. Что? Я не плаваю. Я думаю, вы хотели утонуть, капитан. А ты спас меня. Это было приятно, сэр. Спас меня для того, чтобы я принял куда более мучительную смерть от рук этого садиста злого Вилли, самой коварной акулы. Именно, сэр. А мне не следовало? Не переживай, Снак. Мы все когда-нибудь умрем. Но мой час пробьет завтра после 6. Где я найду деньги, чтобы заплатить этому преступнику? Газеты есть? Да, сэр. И я нашел очень интересное объявление. Известный археолог ищет судно для поездки на остров Люси, где находится редкий и очень ценный голубой карбункул. Высокая оплата гарантирована. Старди М. Недверн, Эсквайр. Археологический институт. Я счел это заманчивым. Верно, Снак, но я ничего не смыслю в археологии. Я постараюсь убедить этого типа в том, что являюсь его коллегой. И буду бессовестно лгать ему до тех пор, пока в его руках не окажется этот камень, затем дам ему по башке и отберу карбункул, чтобы спасти наши шкуры от слова Вилли. Это он сделал нас грабителями, мошенниками, разбойниками с большой дороги. Да? Все, пакуй вещи. В общем, бешеный Джек-пират обманул наивного Старди Недворма и отправился на остров Люси. Разумеется, Джеку пришлось изрядно поработать над образом. Но он так ловко лгал, что скоро сам поверил в свое вранье. Немного терпения, и мы будем богаты, Снак. Какой глупыш этот Старди все-таки. Почему вы назвали меня глупышом? Да что вы, вам показалось. Я не разбираюсь в навигации. Мы далеко от острова Люси. Мы почти у цели. Что вы можете рассказать нам об этом острове? Не слишком много, мой друг. Главное избежать скрытых ловушек, которых полно в храме. Ловушек? Они там повсюду насованы. Этот храм хорошо защищен. Один неверный шаг и... Вы уже без ноги. Но вам же это известно. Конечно. Земля! Ах, наконец-то. Это храм? Больше похоже на цирк. Красиво, да? А как великолепно внутри. Откуда вам знать? Идемте скорее, не отставать. Я нашел дверь. Помогите! Мы должны действовать не спеша. Надо выбрать нужную плиту, чтобы дверь храма открылась. Это ваше дело. Я не специалист по дверям. Есть! Я нашел! Я нашел нужную плиту! Слава богу, я бы точно ошибся.
Капитан, смотрите. Божественно. Волшебно. Он мой, этот камень мой! Это экспонат для музея редких камней. Еще чего? Камень принадлежит Джеку-пирату. Пирату? Пирату? Я думал, что вы археолог. Я очень хотел, чтобы вы мне поверили. Теперь этот камень мой, а вы получите по башке и останетесь с носом. Вы не понимаете, что несете? Вы хоть знаете, сколько стоит этот камень? Конечно, знаю. Бог Ой-ой-ой. вас наказал за жадность. Вы жалкий болван. Эй, потише. Ваша жадность лишила миллионы людей возможности видеть камень потрясающей красоты. Да. Надеюсь, вы удовлетворены, мистер Жадина. Мистер, я. Никакого богатства вам не досталось, мистер Наголость. Врун несчастный. Зато я получу удовольствие, дав вам по голове. Что это? Статуя проснулась. Что? Украв камень, вы разбудили идола этого храма. Я в этом не виноват. А кто же? Так вы же нас сюда привели. Ах, да, он нас рассудит. Мистер Идол, я невинный ученый, а вот эти двое пираты, они хотели ограбить храм, завладеть его сокровищами, забрать его украшения. Это они разбили ваш камень, я этого не делал. Вы ябеда. О, нет, не ябеда. Это правда? Истинная. О, как грустно. Вы похожи на честного человека, поэтому я вас отпускаю. Эти милые девушки выведут вас из храма и посадят на волшебный корабль. Ваш путь будет долгим, но полным удовольствий. Я надеюсь, что девушки не дадут вам скучать по дороге на родину. О, да, я в этом уверен. Спасибо за все. Возьмите фрукты. Благодарю вас. Пока! Мы тоже можем идти? А вы помолчите. Смотрите, что вы наделали. А у меня нет страховки. Нельзя так обращаться с камнями. Да, сэр. Простите нас. Я должен вам отомстить. Я не хочу, но вас придется разбить. О, как интересно. Меня никогда раньше не разбивали. А вас? Что это такое? О, лучше не знать. Правда. Ну ладно, расскажу. Загремит гром, зал наполнится дымом и засверкает огонь. Это очень красиво, но вы не сможете насладиться зрелищем, потому что вас разнесет на куски, на маленькие кусочки. Хорошо, если после взрыва туфли найдутся. Ой, впечатляет. Отлично, тогда начнем. Нет, стой! Давайте не торопиться. Он хочет убить нас, крыса. Начнем. Не стоит тянуть резину. Я хочу поскорее впасть в нирвану. Я видел чудный сон. Может, обойдемся без взрыва? Нет. Да. Ответь на вопрос, хотя он очень трудный. Вопрос? Где взять другой голубой карбункул вместо разбитого тобой? Где? Я его найду. Это сложное дело. Но мне проще объяснить вам, где можно достать новый камень, чем собирать по кусочкам этот. Поверь, мы добудем камень. Я не верю. Ладно, смотрите. Сначала вы отправитесь на остров Биклопа. Биклоп? Да, один глаз на затылке, другой на лбу. Что это он там жарит на решетке для барбекю? Наверное, тех, кто хотел стянуть его ключ. А что надо сделать, когда мы туда доберемся? Стянуть ключ. Отлично. А зачем он нам нужен? Сначала достаньте его. Если вы его возьмете, сможете открыть эту дверь. Без ключа нельзя? Это остров закрытой двери. Вы должны найти эту дверь и открыть ее ключом Биклопа. За ней вы найдете знаменитый поющий клинок. Затем поплывете на остров Грозного Дракона, убьете его и возьмете другой голубой карбункул и привезете его сюда. Ясно? Что, если мы уплывем отсюда и не вернемся? Пожалуйста, но зачем это вам? Не стоит так низко оценивать мои божественные возможности. Я все вижу, я взорву вас на расстоянии. Вот так-то. Что ж, это будет смешно. Бешеный Джек сел на корабль и на всех парусах помчался на остров Биклопа. И где же этот Биклоп держит ключ? Так.
Давай, лезь мне на плечи, Снак, и хватай ключ. Эй, верните мой ключ, мерзкие мелкие воры! Там находится тайное хранилище поющего клинка. Что такое поющий клинок, капитан? Очевидно, это какое-то очень опасное оружие, Снак. Звучит пугающе. Да, наверное, имея такой клинок, можно править всем миром. Может, упросим идола подарить его нам с тобой? Вот дверь, сэр. Зачем надо было добывать этот проклятый ключ, если дверь находилась открытой? Я чуть не попрощался с жизнью из-за него, а теперь выясняется зря. Я погорячился. Мне нужно что-то крепкое, чтобы пробить эту дверь. Вот оно, Снак, самое грозное оружие на планете. Я в восторге. Назад, Снак! Я не хочу, чтобы ты сгорел в пламени этого опасного клинка. Сюзанна, не плачь по мне. О, черт, это на самом деле жутко поющий клинок. Какое расстройство, капитан. Кошмар! Фермера был пес, Бинго его звали. Бинго, Бинго, Бинго его звали. Да Бинго его звали. Как эта глупая штука может справиться с грозным драконом? Мне нравится песня, сэр. И Бинго его звали. Бинго, Бинго, Бинго. Идем, Снак, нас ждет дракон. Привет, я полагаю, вы догадались, что Джек уже достиг острова Грозного Дракона. Я могу опять отдыхать, правда? У нас с тобой 15 минут на все, Снак. Давай искать дракона без промедления. Может, он в пещере, сэр? Не будь наивным, Снак. Как такой огромный зверь, как дракон, поместится в этой пещере? Он подыщет себе жилище поудобнее. Мне кажется, мы найдем дракона в этой пещере, капитан. Неужели? Ты наблюдательный. Я ничего не вижу. Где спички, Снак? Они у меня. Тогда зажигай. Ну все. Я не хочу, чтобы меня сожрали, и больше туда не сунуть. Что это? Музыка. Это не музыка, Снак. Я боюсь, это дракон идет к нам. Клинок, капитан, скорей! Тебе не кажется, что клинок разозлит дракона, и он убьет нас? Он должен остановить его. Надо верить богам, сэр. Хорошо, хорошо, но боюсь, мы пожалеем об этом. Эх, я люблю петь песни, всюду их пою. И днем, и ночью, и вечером, и утром. Пап-дубда, как я люблю петь, пап. Ты не мог бы спеть что-нибудь героическое? Мы должны усмирить дракона. Мы идем на запад. Наши ноги в пыли, наши ноги в пыли. Наши ноги устали и голова. Стой смирно, понял? Как мне снести тебе голову, если ты постоянно вертишься? А зачем его убивать, капитан? Он так мил. Мне кажется, он хочет просто поиграть с вами. Хватит. Как мы добудем камень, если мы его не убьем? Я спрошу его. Спросишь? Раф, Барк, Баркити Барк. Руф! Он сказал, что карбункулы внутри. Карбункулы? Много? Там он не один? Он так сказал. Что он еще сказал? Он сказал, что длинноносый болван тоже может войти внутрь. Я что-то не понял, это он обо мне или о тебе, Снак?
хочет, чтобы вы открыли дверь, капитан. Хорошо, но если он попытается оторвать мне башку, ты за это ответишь. Ты посмотри. Снак, мы богаты! Скорей! Набивай карманы камнями. Только не урони, они очень легко бьются. Теперь мы оставим мешки с карбункулами под охраной дракона. Один камень отдадим идолу. А когда вернемся домой, заживем как короли. И заплатим Вилли. Что? О да, я о нем забыл. Ладно, дракон, ты побудь здесь с мешками, а если какой-нибудь вор попробует стырить их, дыши ему в морду. Вы вернулись и принесли голубой карбункул. Это фантастика. Вы можете гордиться собой. Ваши головы спасены. Да, я знаю. Вот, держите карбункул. Теперь мы можем идти? Один вопрос. Да, слушаю. Вы нашли только один голубой карбункул, да? Да. А ты не лжешь мне часом? Конечно, нет. Значит, ты не собираешься тайно увезти мешок карбункулов к себе домой и жить там счастливо и беззаботно, как король? Вовсе нет. Что вы? Я проверял. Значит, мы свободны? Ну, теоретически да. Не хотите остаться? Нет, пока, идол. Постойте, мы закажем пиццу. У меня есть видео. Вы же любите вестерны. А в саду есть большой бассейн. Друзья, оставайтесь. Так скучно быть идолом. Мы лучше вернемся на корабль и уедем домой, пока что-нибудь не разбили, да, Снак? Капитан, а вы правда проявите щедрость и поделитесь со мной? Да, Снак, ты помогал мне как мог и, конечно, заслужил свою долю добычи. О, это восхитительно, капитан. Я никогда не был богат, и для меня это вновь. Только не жадничай, Снак. Хоть ты помогал мне в этом ограблении, исход дела зависел от меня. Быстро клади камень в мешок. Видишь, все честно и справедливо. Я в этом не сомневаюсь. Вы меня не обманете. В мире полно мошенников, Снак. Ты должен учиться бережно обращаться со своими деньгами. С возвращением, капитан. Злой Вилли взял голубой карбункул, и теперь мы ему ничего не должны. Нет, он сказал, что это плата за месяц аренды, гангстер. Не знаю, как я это выдержал, просто не знаю. Наверное, он хочет и дальше тянуть из вас жилы, и никогда не успокоится. Да, так и есть. Меня пока утешает только одно. Что именно, капитан? Этот злой Вилли настолько жаден, что вполне может попробовать распилить голубой карбункул на несколько мелких частей. Попробуют распилить, и что дальше? Я думаю, что акулу хватит удар, когда он увидит, как этот камень превращается в пыль. Надеюсь, мы долго его не увидим. До тех пор, пока он не выйдет из дурдома. Кстати, о дурдоме. Ты избавился от дракона, Снак? Сэр, я не могу выгнать его. Он такой миленький. Он не милый, Снак, он огнеопасный. Это уж точно. Я нашел ему место, где он не будет мешать. Внизу есть каморка, в которую вы не заходите. Там стоят бочки с серым порошком. Я туда же отнес и голубые карбункулы, чтобы он их охранял. Ты говоришь о бочках с порохом? Точно. Я забыл название серого порошка. Ты спятил? Ты оставил огнедышащего дракона возле бочек, наполненных порохом. Уводи его оттуда немедленно! Ой. Теперь молись, Снак, чтобы мы с тобой упали в синее море. Иначе я рассержусь. Есть, сэр. Отлично. Моя молитва, как видно, была услышана. На твоем месте я бы не прекращал молиться. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
Ужасный Дракли. Автор сценария Билл Коп, режиссер Джефф Дикрендис. Посвящается Майклу Монингу. Доброе утро. Да, доброе, Снак. Снак, ты вынул подарок из хлопьев? Нет. Если да, то держись. Ты же знаешь, я обожаю подарки. Это подарок? И никакой игрушки? Господи, Снак, ты знаешь, что это? К сожалению, да, капитан. На этой карте указано, где искать клад знаменитого князя Драклия. Вот это везение! Лучшего подарка я никогда не находил. Этот князь Драклия, легендарный вампир из Болгарии. Он спал в гробу, вставал после заката в поисках жертвы, рыскал по всей округе, пил кровь и превращал людей в зомби. Так говорят, Снак. Но вы еще не сказали мне. Снак, мы плывем в Болгарию. И я боялся, что вы это скажете. Шевелись, Снак. Я хочу как можно скорее добраться до замка. Да, капитан. Бросай якорь, Снак. Смотри под ноги, не урони наши вещи. Лучше бы вы передумали, капитан. Слишком рискованно красть сокровища у вампира. Мама мне говорила, что князь Драклия любил пить кровь. Снак, я тебе сколько раз уже говорил, никаких вампиров не существует. Это просто сказки. Я верю, что эта карта, что мы нашли в хлопьях золотые чешуйки, без сомнения приведет нас к сокровищам. Нас ждет богатство. Но если князь нас укусит, мы превратимся в вампиров. Если вампир укусит тебя, ему потом долго придется лечиться от отравления. Болгария. Население убывает. Покупайте осиновые колы, не ходите без них на кладбище после полуночи, молотки не прилагаются. Подайте на мертвых, подайте на мертвых. Вот чеснок, берите чесночок, люди. Если зубчик съел, от вампира уцелел. О, как пахуч-то он, пахуч. Ух, чеснок, налетай. Это вампир-амор. Современное решение старых проблем. Брызните, и вампиры уйдут. Брызните, и они уйдут. Если здесь нет вампиров, почему они все это продают? Я не знаю. Почему люди звонят психоаналитикам? Я вас слушаю. Потому что все они простаки. Борис, этому пирату надо куснуть. Тогда он окажется в моих цепких костистых лапах. С помощью этого я сохраню глупому пирату жизнь, чтобы он постоянно снабжал меня свежей кровью. Но разве это жизнь? Люблю заманивать людей в замок, хотя все они знают, что я вампир, и высосу из своей жертвы всю кровь до последней капли. Так что тело потом будет напоминать старый носок. Привет, Марта Стюарт. Сегодня мы покажем, что можно сделать со старыми носками, которые валяются возле замка. О, местный кабачок, Снак. Нам надо найти кого-нибудь, кто проводит нас к замку. Пугливый зверек. Вампирам вход воспрещен. Видите, капитан, здесь точно есть вампиры. Чепуха. Это дурацкие выдумки, Снак. Здравствуйте и добро пожаловать в наш кабачок. Что вам принести? О, чуть не забыла. Скажите, вы не вампиры? Оу, нет. Слава богу. Но я тоже могу укусить. О, нахал. Тебе что-нибудь принести, милый?
Милый? Стакан козьего молока, пожалуйста. Сейчас принесу, пупсик. Только теплого. А мне гавайского рома! Эй! Мне не понять, чем ты привлекаешь женщин. Выглядишь ты достаточно мерзко. И пахнешь тоже не лучше. Мама называла это животным магнетизмом. А разве я мерзко выгляжу? Вы, кажется, совсем не из наших краев, а? Нет, вовсе нет. Ты так решил, потому что мы одеты не в драные мешки с заплатами? Или ты просто угадал? Заплаты вовсе не портят одежду. Может, попросить его проводить нас к замку? Хорошая мысль, Снак. Простите, мистер Армани, так? Вы случайно не знаете дорогу к замку князя Драклия? К замку Драклия? Здравствуйте, я хозяин этого заведения. Отлично. Может быть, вы проводите нас к замку князя Драклия? Сэр, поверьте, туда лучше не ходить. Я пойду. Помните, сэр, лучше уезжайте отсюда. Пока еще можете. Я уеду, но только вместе с сокровищами замка. Мне нужно, чтобы нам всего лишь показали дорогу через лес. Во имя Господа нашего, ради всего святого, оставьте это богом забытое место и не возвращайтесь. Может, нам послушать его, капитан? Сколько стоит проводник? 20 золотых? Что? Ради бога, сэр, речь идет о спасении вашей бессмертной души. Уезжайте. Речь о душе? Ладно, 30 золотых. Ну? Дело не в деньгах, сэр. Сколько может стоить человеческая душа? Вот, 40 золотых. Ладно, повозка на заднем дворе. Давайте вернемся. Я боюсь вампиров. Снак, ты должен запомнить раз и навсегда. Нет никаких вампиров. Они не существуют. Этот князь Дракли обычный бедный старик и не слишком приветлив с крестьянами. Вот они и распускают слухи, потому что ленивы, трусливы и плохо воспитаны. И суеверный, сэр. Вы забыли об этом. Да, суеверный. Что это? Это волк, Снак. Он воет на луну. Это не волк, сэр. А что же тогда? Это страшный огромный зверь-людоед, веками пугающий всех в округе. Это еще одна местная сказка, Снак. Возможно, сэр. Возможно. Вы, иностранцы, во все это не верите. Но легенда гласит, что ночной порой, когда луна становится полной и висит высоко в холодном небе, этот огромный зверь-людоед воет и рыщет повсюду. Он жаждет крови, человеческой плоти. Люди рассказывают, что те, у кого хватало глупости путешествовать в такие ночи, видели это чудовище, покрытое длинной шерстью, с большими когтистыми лапами. Оно появлялось из темноты и хватало несчастным. Да, и что дальше? Не очень добрая сказка. Нет, ничего особенного. Снак, ты умеешь обращаться с лошадьми и повозками? Как и вы, никогда не пробовал это. Замечательный выстрел! Сколько нам еще ехать? Я не знаю. Ты это нарочно сделал? Нет, это вышло случайно. Что ж, ты знаешь, что нам теперь предстоит. Прогулка? Не совсем. Вперед, Снак! Вперед, дружище! Да, впечатляет. Ну давай, стучи! Чего ты ждешь? Ну давай, стучи! Добро пожаловать к князю Драклия.
Привет. Мы двое заблудившихся путников, и мы... Я давно вас жду. Правда? Прошу. Позвольте взять ваш багаж. Мне здесь не нравится. Идем, Снак, нечего отставать. Да, вы должны расписаться в книге. Укажите свою группу крови. Пожалуйте в столовую. Ужин уже сервирован. Будь естественнее, не привлекай внимания. Как только останемся одни, начнем поиски клада. Но он... Ой. Волшебно, капитан. Да, и вкус тоже волшебный. Прекрасно. Надеюсь, вы голодны. Жутко. А вы будете ужинать, мистер Драхли, а? Я никогда не ем на ночь. Может, тогда что-нибудь выпьете? Я не пью ничего. Правда? Вас не мучит жажда? Я ее утоляю иначе. Знаете, я ужасно хочу спать. Снак, ты поел? Это так вкусно, капитан. Я так рад это слышать. Спокойной ночи, мистер Драхли. Вы не идете спать? О, нет, я всегда ночью гуляю по парапету. Я люблю прогулки. Спасибо за все. Приятных снов. Мне кажется, в этом доме на всем экономят. Бррр, здесь так холодно. Я закрою окно, капитан. Зажжем камин, Снак. Я сейчас, капитан. Здесь сказано сундук с сокровищами в катакомбах. Ты знаешь, что это, Снак? Я думаю, это подвал, капитан. О! Будь осторожней, Снак. Больно! Больно! Боже мой, уже так поздно. Я должен поторопиться. Капитан, это, наверное, был вампир, который пробрался сюда, чтобы пить нашу кровь. Чепуха. Идем искать сокровища. Наверное, сокровище спрятано там. Иди посмотри, Снак. Я? Почему это я? Это же вы не верите в вампиров. Не зли меня, Снак. Открывай гроб. Но я боюсь. Хорошо, давай посчитаемся. Давай еще раз. Последний. 3 меньше 2, да? Нет, не меньше. Это он. Ясно? Я вам говорил, он вампир. Он просто спит в гробу. Бери. Не заставляйте меня, капитан. Бери. Только не разбуди его. Дай. Интересно, что там, да, Снак? Кажется, заперта. У вас, наверное, ключик с собой, да? Верни мне сейчас же мои сокровища.
летит. Ай! Глупцы! Им от меня не уйти. Все, хватит с нас вампиров, да, Снак? А, с меня точно. Надо открыть шкатулку. Пропади ты пропадом! Мне нужно что-то острое, чтобы расковырять замок. Дожди что-нибудь. Нет, это вряд ли поможет, Снак. Этим пнем замок не откроешь. Дай мне ножик. Я сказал, дай мне ножик, а не ударь меня по башке здоровенным бревном. Ну как же? Ты наконец-то понял, что здесь действительно есть вампиры. Да, я усвоил урок и в повторении не нуждаюсь. Что ты хочешь сделать со мной? И что ты сделал с беднягой Снаком? Твой помощник теперь зомби, и у меня под контролем. То, что он набирает в шприц, сделает тебя бессмертным. Это мило. И моим вечным донором. Вот это хуже. Вводи ему препарат, кретин. Слушай, Снак, я хотел тебе дать отпуск в этом году, но могу не дать. Ладно, Снак, у тебя будет 2 выходных. 3. Хорошо, ты будешь драить палубу раз в неделю. Что? Что ты делаешь? Назад, живо! Нет, не тронь штору! Ау! Дурак! Что ты наделал? Солнце сегодня необычайно активно. Нет! Нет! Почта. Спасибо, капитан. Я думал, что стану зомби. И стал. Быстрее отвязывай. Теперь я буду мыть палубу только раз в неделю. Да, хотя мы зарастем грязью. Все, берем шкатулку и на корабль. С удовольствием. Открыл. Что там, сэр? Это золотая щетка для унитаза. О, наконец-то! Теперь моя коллекция стала действительно ценной, капитан. Иди сюда и начисти ручку. О, но вы же мне дали недельный отпуск. Что? Ты понимаешь, что без уборки корабль превратится в мусорную кучу? Никаких разговоров об отпуске. Сейчас же почисть гальюн. Капитан, здесь вампир. Неужели ты думаешь, что я в эту ложь поверю? За уборку. Он правда здесь. Помогите. Когда все вымоешь, я тебя выпущу, Снак.
Остров Зёрзин, Флибис, Кряк и лекарства. Автор сценария Билл Колл, режиссер Джефф де Крендис. Вы знаете, что с ним, доктор Кряк? Цвет лица неустойчив, глаза выпучены. Мысли спутаны. Колени сильно дрожат. Да, это ранняя стадия смертельного заболевания, которое мы, доктора, называем флибис. Флибис, как его лечить? От него не избавиться. Слушай, Кряк, тебе лучше меня вылечить, или у тебя самого начнется ранняя стадия смертельной болезни, и начнется она с того, что я сверну тебе шею, а потом утоплю, несмотря на свой флибис. Я знаю одно отличное средство. Говори. Я только читал о нем. Читал? Где читал? В своей старинной книге по медицине. Существует таинственный остров по имени Зёрзин. Там растут ягоды бим-бом-бом. Найди их, они лечат флибис. Все ясно. Сейчас же плывем на Зёрзин. Ставь паруса. Да, сэр. А где этот остров Зёрзин? В этом-то основная проблема. Никто не знает. Возможно, остров вообще не существует. О нем ходят только легенды и мифы. Снак, мы найдем этот остров Зёрзин во что бы то ни стало. Это же гиблое дело, сэр. Я нигде его не обнаружил. Я зря переворошил все карты, пытаясь найти этот остров Зёрзин. Ой. Снак, я тебя, кажется, вовсе не вызывал. Простите, сэр, к вам посетитель. Пусть убирается. Скажи, что я умираю. Есть, капитан. Но он сказал, что у него срочное дело. А мне-то что? Я болею. Это так, сэр, но он как раз поэтому и пришел. Правда? Кто он? Мистер Смит, капитан. Смит? Может, врач? Зови его. Сейчас, сэр. Подожди, мы же в море. Да, мистер Смит, привет. Простите, что не встаю, но я очень болен. О, боже, это вовсе не мистер Смит, это мистер Смерть. Я и впрямь очень болен. Спасибо, что навестили меня. Рад вас видеть, Джек. Мерси, а вы не ошиблись адресом? Скажите, вы капитан корабля под названием «Морской петух»? Это наш корабль. Тебя кто-то спрашивал, Снак? Еще вопрос, кто из нас ему нужен? Он пришел за тобой, Снак. Я видел, как ты ел на помойке. Ты подцепил тиф. Я пришел за тобой, Джек. Я не допускаю ошибок. Не сомневайся. Да что вы. У меня легкий флибис, я вполне здоров. Здоров. Флибис унес многих. В том числе и тебя. Я не верю. Ты жив, пока песок двигается в часах. Запомни, и если ты не найдешь лекарства, я провожу тебя в другой мир, и ты останешься там. До свидания, Джек. А если найду лекарство? Тогда будешь жить. Я буду следить за тобой. Я жду тебя, я жду тебя, я жду. Ну и артист. Песок быстро сыпется. У нас еще полно времени. Но как его остановить? Просто. Надо всего лишь перевернуть колбу, ясно? А? Зря я на это рассчитывал. Карты неизвестных островов. Эй, посмотрите, нам повезло. Здравствуйте, это у вас карты неизвестных островов? Ну да, это они. А у вас, случайно, нет карты острова Зёрзин? Ну, я не помню. Я посмотрю. Я ее нашел. Сколько с меня? 30 золотых. 30 монет плут. Жаль, у меня лишь 4 гроша и старая жвачка. Что же мне делать? Я помогу. Да, вы отдадите карту? Ну, нет. Но вы можете дать мне по голове, разорвать одежду, подвесить за ногу на дереве и забрать ее. Да. Спасибо. Отличный парень. Как самочувствие, капитан? Вроде бы ничего. А как выгляжу?
выглядите отлично, только голова стала очень большой. Надо скорее найти остров, пока она еще больше не выросла. Думаю, мы почти у цели. Близко? Очень близко. Что значит очень? Прибыли. Добро пожаловать на остров Зёрзин. Здесь пишут, ягоды бим-бам-бам растут на низких кустах с красными листьями у подножья высоких пальмовых деревьев. Вот как у тех, к примеру. Бим-бам-бам выглядят вот так. Смотрите, бим-бам-бам, сэр. Здесь пишут, что ягоды выглядят так, когда они покраснеют. Здесь пишут, не ешьте красные ягоды, такие, как те, что изображены на рисунке. Иначе вы получите смертельную болезнь. Последствием ее будет то, что ваши глаза и мозг вылетят из головы. Что? Скорее ищи нужные ягоды, Снак. В часах кончается песок. Приветствую, Джек. Сейчас ты должен заполнить эти анкеты. Так полагается. В 3 экземплярах. Прошу прощения, но я еще не умер. Я это вижу, Джек, но конец уже близок. Так что... Видите? Спасибо большое. Отдайте! Тебе эти органы не потребуются у нас. Да, но пока что они мне нужны. Все, пошел. Я нашел ягоды. Да, это те, что нужны. Дай-ка мне. Здесь пишут, эти ягоды как раз именно те, что помогают излечить флибис. Это все, что мне нужно. К сожалению, они сами вам не помогут. Только зеленые ягоды будут полезны. Эти кустарники с зелеными ягодами обычно растут рядом с фиолетовыми, и они-то как раз лечат флибис. Какой идиот написал эту глупую книгу? Доктор Смерть, что со мной теперь будет? О боже, вы хотите знать? Да. Нет! Мы же покойники, не держи меня, отпусти сапог. Это мой сапог, братец, и я тебя никуда не отпущу, понял? Сейчас же возвращайся назад. Пусти, я наверх, там есть свет. Ни к какому свету ты не полетишь, ты вернешься назад в мое тело. Стоп, это не свет, это пламя. Это конец, Снак, я действительно умираю, я чувствую. Приветик. Вот, сэр, ешьте скорее. Эй, у него уже вышло время. Как дела, сэр? Я совсем здоров. Я вовсе не умер. Ха! Я оставил тебя без добычи, да? Но ты поступаешь нечестно. Любовь и смерть извиняют все. Не горюй, на, поешь. А я так надеялся. О, спасибо. Ягоды. Что вы смеетесь? В чем дело? Что такое? Ты съел ядовитые ягоды, теперь ты умрешь. Дурни вы! Нельзя убить смерть! Итак, Снак, мы победили смерть и открыли остров Зёрзин. Ничего приключения? Конечно, сэр. И я решил, что это надо отпраздновать. Скажи-ка, Снак, доктор тоже будет ужинать с нами? Думаю, да, сэр. Я не буду его дожидаться. Что на ужин? Жареный гусь. Здорово! Деньги вперед. Можете перечислить их на мой счет. Ясно? «Рыцарь и принцесса». Автор сценария Билл Колл, режиссер Джефф Дикрендис. Что-нибудь интересное произошло сегодня в этом городе, капитан? Интересного нет. Жуткое и ужасное, да. Что там такое?
Какой-то железный человек едет к нам на большой белой собаке. Это рыцарь Снак, и он едет вовсе не на собаке, а на коне. Господи! Вы капитан этого прочного корабля. Что? Так вы командуете этим фрегатом. Если бы вы спросили, не я ли капитан этого корыта, я бы ответил «да». Меня зовут сэр Панцалот. Я странствующий рыцарь, мой друг. Я хочу зафрахтовать ваше судно для выполнения одного рискованного дела. Боюсь, вам не повезло, мой железный друг. Я знаю, что рыцари чаще всего стеснены в средствах, а я вообще никогда не берусь за рискованные дела. Я умоляю, я надеялся. Жаль. Моя прекрасная дама была похищена черным рыцарем и против своей воли увезена на далекий остров. Я очень сочувствую. Пока. Но она любовь всей моей жизни. Цветок моей души. Тогда вам надо было получше за ней присматривать, чтобы никакой черный рыцарь не посмел похитить ее. Злой колдун наложил на меня заклятие, и оно было снято с меня только сегодня, после заката. Когда же вы научились говорить? Я хочу почитать газету, так что, пожалуйста, уходите. Как же мне добраться до этого острова? Трагедия! Неужели я уже никогда не услышу чудесный, звонкий смех моей любимой? Неужели никогда больше не заключу ее в объятия? Как же мне жить в этом жестоком мире без нее? Один, без нее, без нее, без нее, без нее, без нее, без нее. Очень трудно понять смысл статьи, когда вы стоите здесь рядом и вопите. Пожалуйста, покиньте нас. Моя бедная, несчастная, прекрасная, богатая невеста. Простите, она богатая? О, да, очень богата. У нее огромное состояние. А сколько вы нам заплатите? Заплачу? Вы делаете это за деньги, а не из добрых побуждений. Конечно, за деньги. Я же должен платить аренду за судно. Тогда вам заплатят. Сколько, можно узнать? Ну, я не знаю, но с золотом. Как насчет 10 тысяч золотых монет? Тогда поладим. Да это же просто грабеж. Да, но зато вас доставят живым и здоровым. Сэр Панцалот, я бы очень хотел узнать название острова, к которому мы плывем. Его называют Остров Счастья. Звучит странно. Кто похитил вашу невесту? Черный рыцарь, сэр Перси. Перси? Перси черный рыцарь? Да. Он дерзкий и вероломный. Любитель легкой наживы. От всяких там Перси чего еще ожидать? Это остров счастья? Скорее, остров горя. Пора покинуть борт и спасать невесту. Мы вас здесь подождем. Вы не хотите помочь? Мы не договаривались о помощи. Помощь за деньги. Если нужна помощь, платите нам еще 10 тысяч. Хорошо. Принимаю ваши условия. Пошли! Ладно. Где находится замок Черного рыцаря, сэр Панцалот? На вершине того вулкана. Живет на вулкане? Как? Там можно поджариться. Вперед! Нам надо спешить. Я иду, я иду. Мы рядом с вонючим болотом. С чем? Нам надо идти очень осторожно. Любой дурак знает, что болото надо переходить очень быстро. Капитан! Быстро! У нас нет времени! Болотные черви могут сожрать его! Кто? Давай, болотный червь, выплевывай капитана скорей! Выплевывай целиком! Ничего страшнее я еще не переживал. Через вонючее болото нужно переходить осторожно. Да, спасибо, я понял. Что еще нам расскажете? В путь! Мы его обойдем! Внимание! Замок злодея Перси. Да, гостеприимным не выглядит. Перси украл мою любимую. Принцесса!
Наконец-то, сэр Панцалот. Я знал, что ты придешь. Я уничтожу тебя раз и навсегда. Если хоть один волос упал с головы принцессы, я тебя... Что, ты уничтожишь меня? Следуй за мной в зал для турниров вместе со своими друзьями. С удовольствием. Я вывихнул колено. А ну вставай, молокосос, злодей Перси идет сюда. Ты, как мой секундант, должен сразиться за меня. Что? Нет, не буду. О, постой! Ты примешь бой. У меня нет оружия. Держите, капитан. Я ничего не вижу, Снак. Как я буду сражаться? Я знаю, капитан. Я буду указывать вам направление, а вы наносите удары. Молись, Перси. Сейчас ты расстанешься с жизнью. Ой, вам чай с молоком или без? А сейчас я продырявлю тебя, как вилка сосиску. Ой. Я люблю пузырьки. Побегись! Сейчас я тебя навешу. Я такого не ожидал. Эй, Перси, мне это надоело. Может, посоревнуемся в других видах спорта? Каких? Ты пробовал нырять с вышки? Ну, я не знаю. Идем, тебе понравится. Но у меня нет плавок. Вот, надевай. Готов? Мы с тобой прыгнем вниз вместе, да? Конечно, вместе. Готов? Вперед! Какая вода жесткая. Великолепно! Вы проявили замечательную смелость. Да, вместо кого-то. Как колено. О, отлично! Я буду жить. Весьма сожалею. Идемте искать принцессу, а потом рассчитаемся. Да, она очень обрадуется. Сюда, принцесса, ко мне! Да! Принцесса, хорошая девочка, ты моя крошка. Это принцесса? Да. А это хорошие люди, которые помогли спасти тебя. Не рычи на меня, принцесса. Ты должна мне 30 000 монет. Принцесса, нет! Назад! Не надо кусать пирата! Он совсем не умеет обращаться с животными. Капитан, вы получили награду? Да, все получил. И всего лишь 15 серьезных укусов, Снак. Не так уж и плохо. Да, только взгляните на все это, капитан. 30 000 золотых монет. Да, впечатляет. Я хочу отдать тебе 6 из них. 6 мешков? Правда? Нет, не спеши, 6 монет. Эй, что вы делаете? Это мои деньги. Ваш счет. 30 000 золотых. Как жаль, капитан. Да, но ты взял 6. Они же мои. Отдай деньги. Я чуть не разбогател. Не переживай, Снак, деньги этого не стоят. Ну как вы сегодня, мистер Джек? Я капитан Джек, и мне плохо. Может, вам это поможет? Это новое судно. О, спасибо. Вы такой добрый. Целых 6 монет. Фортуна опять вытерла об меня грязные ноги, Снак. Думайте о хорошем, сэр. Будешь занудой, Снак, я надену тебе на голову судно. Здоровья не купишь.
Земля! Идем, серый бездельник. Не хватает их. Только не заплывай за край света! Бешеный Джек пират. Привидение Энгиса Дагнабита. Где же он? Где золотой Хаггис? Где Энгис Дагнабит его прячет? Нам выпал редкий шанс ограбить замок самого свирепого шотландца, когда-либо жившего на земле. Капитан, а как золотой Хаггис выглядит? Я точно не знаю, что такое Хаггис-снак, но подозреваю, что он похож на Хаггис, сделанный из золота. Как тот, что у тебя. Дай. Смотри, это чистое золото. Теперь можно спокойно возвращаться домой, и спокойная старость нам обеспечит. Эй, а что это за звуки? Волынка! Волынка! Ненавижу волынку! О, нет! Кто может исполнять здесь шотландский гимн? Никто, кроме Энгиса Дагнабита. Он едет сюда. Надо срочно спрятаться. Лошадка моя гривастая подружка. Что ты там видишь? Родовой замок Дагнабита. Кто здесь? Кто посмел забраться в замок честных шотландцев? Кто мог это быть, лошадка? Надо проверить, цела ли семейная реликвия. Кошмар! Его нет! Золотой Хаггис пропал! Кто мог его взять? Лошадка, давай включим свет и поищем улики. Наверное, лампа перегорела. Чьи это волосы? Что? Ты, Джек? Это ты? Привет, Энгис. Что ты здесь делаешь? Я здесь живу, а что ты здесь делаешь? Я? Это мой друг Снак. Мы были поблизости и решили... Поправить свои дела. Да, решили поправить дела и... Забрались в дом и украли золотой Хаггис. Не верь, мы только хотели узнать, кто мог попытаться украсть твой Хаггис. О, да, и кто же его пытался украсть? Мы с ним. Это совсем-совсем незнакомые люди. Они поехали туда, ты еще сможешь догнать их. А не ты ли сам решил стянуть его, Джек? Я? Зачем же мне воровать твой фамильный золотой Хаггис? Затем, что он стоит целое состояние. Ты мог бы продать его и жить как король до конца своей жалкой жизни. Я считал тебя другом. Но если ты думаешь, что я мог украсть твой золотой Хаггис, ты мне больше не друг. И значит, я ошибся в тебе. А это что такое? Да это же, Энгис, твоя пропажа. Снак, наверное, воры увидели, что мы идем, и спрятали Хаггис мне под камзол. Я мог бы сейчас же отправить тебя в тюрьму. Но я предпочту подвергнуть тебя традиционному испытанию в боевых искусствах. Если выиграешь, тебе достанется Хаггис. Но если нет, то я не только верну свой Хаггис, но и получу твой корабль, а заодно порадуюсь, глядя, как ты уплываешь отсюда в дырявом корыте. Ну, каким будет первое испытание? Испытание в силе, Джек. Мы с тобой возьмем по столбу и посмотрим, кто дальше закинет. Вам, шотландцам, должно быть заняться нечем. Хочешь, я сыграю тебе на волынке? Нет, нет, только не это. Ты первый. Тяжелый. Смотри на меня, приятель. Теперь я его брошу. Что делать с этими штуками? Раскрути над головой и посмотрим, чья дальше улетит. Ну, теперь ты, Джек, бросай.
Ну, почему же мне так не везет? Мести? Я точно этим заниматься не буду. Не будешь? Тогда мы сейчас опять перейдем к испытаниям в силе. Ты не выдержишь то, что я придумал. С чего ты взял, что я не выдержу? Пушка! Конечно, пушка. Ты что, никогда не участвовал в полетах из пушки? Полетом из пушки? Ну, я... Джек, а в чем смысл? Смысл в том, чтобы узнать, кто из нас больше пролетит. Это проверка на аэродинамику. Я хочу лететь первым. Ну, что мне делать? Давай, Энгис, я тебе покажу. Теперь лезь в жерло. Идем, лошадка. Здесь очень темно. Что дальше? Теперь ползи внутрь до самого конца. Ты не слишком много насыпал пороху, Снак? Простите, капитан, мне тоже так показалось. Я надеюсь, он выдержит. Пошли. Пора убираться отсюда. Он все-таки наш, Снак. Капитан, вы не боитесь, что Энгис вернется? Каким образом? Даже если он останется жив, мы успеем уплыть. А вдруг его дух начнет нам мстить? Хватит молоть чепуху, лезь наверх. Снак, бери Хаггис, только будь осторожнее. Что с тобой, Снак? У тебя выросла еще одна пара рук? Дай мне мой Хаггис! Ты покойник, шотландец! Ты вместе с лошадкой уже на том свете! Я уже на том свете! Умер, Джек! Но хочу вернуть золотой Хаггис. Мой дух и духи моих предков не успокоятся, пока Хаггис Дагновитов не окажется в замке. Меня ваш покой не волнует, и теперь Хаггис мой. Тогда у меня есть сюрприз для тебя. Я не люблю сюрпризы. Хочешь вернуться домой, отдай Хаггис. Никогда! Где мы, капитан? Что это за кошмарное место? Думаешь, я знаю? Я маленькая волшебница об стране мертвых. Я прилетела, чтобы попросить вас вернуть золотой Хаггис Энгису. Мне совсем не нравятся волшебницы, а это мощнейший пестицид. Ты плохой человек. Пора научить тебя вежливости. Нет! Только не это! Не выношу пронзительный звук волынки! Хватит! Кто это здесь играет? Здесь все Дагновиты живые и мертвые, парень. Ты согласен вернуть нам золотой Хаггис Дагновитов, Джек? Не согласен. Тогда мы будем играть. Я верну! Забирай! Ты победил! Я был обязан вернуть его, презренный ворюга. Хаггис снова у нас! Ура! А теперь отнесем его туда, где нет воров. Выше нос, капитан. По крайней мере, мы с вами живы. Да, хотя этого нельзя сказать об Энгисе. Его золотой Хаггис едва не стоил мне жизни. Забудьте о нем, сэр. Я приготовил специальное блюдо, чтобы отпраздновать наше с вами спасение. Правда? Что это? Это то, что я думаю, Снак? Да, это Хаггис. Угадал. Из чего готовится это блюдо? Сердце, почки, легкое рубится на кусочки, заправляются луком и варятся в бараньем рубце. Фу, я не буду есть. Пусть Хаггис едят шотландцы. Не играйте, хватит, прекратите пищать на своих волынках!
Свет, камера, снак. Назад, подлец, или съешь мою шпагу! Я знаю вас. Вы капитан Карпаскл. Я никогда не ем чужих шпаг. Вы победили, капитан Карпаскл. Вот ваш Будда. Теперь мне остается лишь прыгнуть с этой скалы. О, капитан Карпаскл, я вас люблю. Я тоже себя люблю. Какой чудесный фильм. Чудесный фильм? Да в нем же совершенно искажена жизнь пиратов. Красавицы, деньги, легкие победы. Это выдумки, так не бывает. С нами точно не бывает. И не только с нами. Кто снял этот хлам? Ирвин Бойлинг-Пойнт, Мегамаунт Пикчерс, Голливуд. Все понятно. Идем, Снак, поговорим с этим наивным продюсером. Итак, мне нужен новый блокбастер. У меня, мистер Бойлинг-Лайт, фильм о джунглях. О джунглях? Есть героиня? Да, конечно. Великолепная. Ну, а горилла? Есть там горилла? Да, огромная. Отлично, иди сюда. Понимаете? Скорее, я теряю интерес. Понимаете, сэр? Ненавижу фильмы о джунглях. Убирайся отсюда. А что у тебя? Я сочинил боевик. Не о пиратах ли? Да. У нас полно таких фильмов. Что особенного в этом? Ну, это что? Это для Стерла Флинна. Во всех играет Стерл Флинн, ты же знаешь. Да, но в этом, мам, он гибнет. Гибнет? То есть он умирает? Да. Ты сдурел? Стерла нельзя убивать, он наша главная звезда. Ты решил оставить студию без главного действующего лица? Стерл Флинн не может даже выйти на улицу, пока я не позволю. Ты псих. Да. Блестяще. Правда? Да. Вызвать Стерла Флинна. Стерл, дорогой, это новый фильм о пиратах. Это классика. А остальные? В нем ты гибнешь. Как это? Тебя в этом фильме убьют. Стерла Флинна никто никогда не убьет. Я ухожу. Вызвать ко мне Стерла Флинна. Да? Ты не уходишь, ты уволен. Убирайся отсюда. Пошел вон, болван. Мистер Бойлинг-Пойнт? Что такое? Не будет ли трудновато снимать фильм со Стерлом Флинном без Стерла Флинна? Флинн уволен! Мне нужен новый пират! Настоящий пират! Пират, которого можно убить и без проблем! Мистер Бойлинг-Пойнт, вас хочет видеть пират. Припусти! Кто из вас Бойлинг-Пойнт? Это буду я. Я возмущен так называемым правдоподобием ваших фильмов о пиратах. Неужели? Да, и это мягко сказано. В них мало реализма? Конечно. Взгляните на его профиль. А? Этот нос, этот лоб, это лицо. Дорогой, вы должны сниматься. Я и сам так считаю. Хотите сыграть главную роль в моей новой картине? Я не прочь, но только за большие деньги. Конечно. Кто режиссер? Дивин Спиленберг? Вы шутите. Я не желаю иметь с ним дело. Фильм должен быть правдивым. Он таким и будет. Почти документальным о жизни реальных пиратов. Как здорово, капитан. Вы прославитесь. Ладно, когда начнем? Начнем сейчас. Самое главное для пиратов — спрятать добычу. Ясно. Стоп! Что такое? Я нахожу это занятие интересным, но оно слегка затянулось. Но мы же хотели создать точный портрет настоящего пирата. Не надо его приукрашивать. Я знаю, но мы все-таки можем добавить что-то и от себя. Хорошо, но что? Вот это. Мэтр! Стоп! Снято! Я думал, что это будет правдивый портрет. Так и есть. Динозавр совершенно реален.
Нет, я не могу согласиться с вами. А сейчас мы покажем, как поднимать якорь или сушить якорь, как говорят пираты. Готов, Снак? Готов, капитан. Подожди, стоп! В чем дело? Мы не будем просто поднимать якорь. Сушить якорь. Неважно, мы кое-что добавим. Это же якорь. Я поговорил с Брюсом, моим помощником, и мы решили, что эта сцена будет более напряженной. А как можно сделать ее напряженной? Увидишь. Идем, Слапи. Куда вы? Подальше от места сражения. Сражение? Внимание! Начали! Сейчас мы будем заделывать пробоины в судне. Прекрасно. Мотор! Добавим динамики, да? Внимание! Сбросить акул! Вот это зрелище! Сейчас мы вам покажем, как надо атаковать крепость. Отлично, давай! Мотор! А теперь мы будем стрелять из корабельных пушек. Будем стрелять из пушек, да. Начинайте. Но это должно делаться быстро, потому что вокруг нас враги. Враги? Готов, Снак? Готов, капитан. Мотор! Теперь мы выкапываем клад. Выкапываем клад. Отлично. Мотор! Ай! Это самое приятное в нашем деле. Посмотрим. Итак, парни, теперь снимем ужин. Я надеюсь, пища не вредная? Я для таких вещей не жалею денег. Вы только взгляните на стол. Икра, устрицы, пицца, ростбиф, чизбургеры, колбаски, печенье, минеральная вода и клубничное желе на десерт. Фантастика! Пираты любят поесть, да? Это великолепно. Отлично. Начали! Снак, ты не мог бы передать? Стоп! Снято! Ну все, парни, с опасностями покончено. Пираты любят песни и танцы, да? Да, любим. Я их люблю. Я тоже люблю прыгать как дурак, но сейчас я не в настроении. Я могу спеть. Отлично! Мотор! Славно быть пиратом и бесстрашно бороздить моря. Дерзко денежки хватать и драконов убивать. Эй! Стоп! Снято! Мистер Снак, можно автограф? Конечно, милая, сейчас. Ну, Джек, как тебе шоу-бизнес? Теперь, увидев, как вы тут в Голливуде живете, я понял, что мне гораздо спокойнее быть пиратом, как прежде. Меня не было ни в одной сцене фильма, только Снак. Ну, тебя пришлось вырезать. К тому же Снак гораздо более фотогеничен. Ты можешь идти, Джек. Спасибо за разрешение. Хватит с меня шоу-бизнеса. Идем, Снак, нам с тобой пора на корабль. Я немного задержусь здесь. Мистер Бойлинг-Пойнт хочет, чтобы я подписал контракт со студией. Он снимает меня в новом фильме. Он скоро будет звездой. Он будет драить палубу, а не сверкать. Что за жизнь? Каких еще ждать сюрпризов? Жизнь похожа на конфетку. Что? Никогда не знаешь, что у нее внутри. Он подавится.
Земля! Идем, серый бездельник. Не хватает их. Только не заплывай за край света! Бешеный Джек, пират. День рождения. Снак, мне это ни к чему. Бросьте, сэр, у вас день рождения. Надо веселиться и радоваться. Меня это не радует, Снак. Очень грустно осознавать, что я стал на год ближе к ожидаемому финалу, но до сих пор не познал пиратского счастья. Этот день положено праздновать и принимать поздравления. Вовсе нет. Это день сожалений и слез прощания с мечтами. Сэр, я все же заставлю вас радоваться. Ты от меня не отвяжешься, да? Мне почему-то кажется, что я пожалею об этом. Идемте со мной, сэр. Я приготовил для вас сюрприз. Ой, я забыл свой кошелек. Что? Где ты? Капитан, вот вы где. Вот уж не ожидал, что вы найдете сходни с завязанными глазами. Идемте. Куда мы идем, Снак? Мы почти пришли, капитан. Демонические пляски, стриптиз. Что ж, Снак, я тебя приглашаю. Похоже, мы в самом деле сегодня повеселимся. О, мы туда не пойдем, сэр. Я пойду. Зачем нам туда идти? В этом заведении красивые девушки вертят задом на сцене. Что нам там делать? Не понимаю. Детское развлечение, да? Я приготовил для вас нечто получше. Если это получше того, что там предлагают, то у меня может случиться инфаркт. Ну ладно, куда идем? Я не хочу испортить сюрприз, капитан. Не подсматривайте. Парк развлечений Скафи Скунса. Самое вонючее место на земле. Здесь пахнет хуже, чем в клетке макаки. Вы скоро привыкнете, капитан. Это будет ваш лучший день рождения. О да, я очень надеюсь. Привет! Добро пожаловать! Назад, Снак, это гигантский грызун! Нет, сэр, он не грызун. Это Скафи Скунс, сэр. Скафи, ты не ранен? Мы заберем оружие. Держите, оружие надо сдать. 700 золотых монет? Это грабеж. Вам лучше заплатить, сэр, иначе мы вас отведем в тюрьму, а там не очень приятно. Надеюсь, Скафи поправится. Скафи? А как же я, Снак? Я думал, он напал на нас. Простите, сэр, вы не ранены? Нет, только щиплет глаза от этой дряни. Сильно. Я знаю, что вам поможет забыть о слезоточивом газе. Что? Это! Логово Скунса Скафи. Правда здорово, сэр? Я не уверен, Снак, что буду в большом восторге от того, что, забравшись в пластиковую голову скунса, поеду осматривать его жалкое логово. Идемте, сэр, вам оно очень понравится. Вам же не страшно, да? Конечно нет. Разве детский аттракцион может меня испугать? Еще хотим! Разве не здорово, капитан? Смотрите, сэр. Я туда не пойду. Нас ожидают безумные взлеты и падения. Выпустите меня. Осторожно, сэр. Правда, острые ощущения, капитан. Я ничего острее этого не переживал. Вы голодны, капитан? Пора обедать. Как насчет пиццы в музыкальной пещере Скафи? Пицца? Что за пицца?
Привет! Добро пожаловать в музыкальную пещеру Скафи! Спасибо. Позвольте проводить вас к столику. Прошу, желаю приятно провести у нас время. Спасибо. Просто не знаю, что выбрать. А я буду есть пиццу. Можно принять у вас заказ? Да, принесите мне пиццу средних размеров. Отлично. А я не могу решить. Принеси что-нибудь. Средних размеров. Ты считаешь себя слоном? Отлично, капитан. Представление начинается. О, нет. Потрясающе. Трудно поверить, что они скунсы. Да, невозможно. Привет, кролик Рэнди. Привет, лесной медведь. Где наш старый друг Скунс, Скафи Скунс? Без него нам не поется, ни звука не издается. Где этот скунс? Когда придет? Ура, это Скафи! Привет, Скафи! На опушку леса приходим мы втроем, весело играем и песни поем. Каждый день видим друзей, вместе нам веселей. Ура! Надо покончить с этим безумием раз и навсегда. Леса приходим мы втроем. Весело, 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 весело. Убил! Скафи может убить! Пожалуйста, покидайте кафе в порядке очереди. Ха! Скафи Скунс совсем спятил. Бежим, сэр. Скафи Скунс может нас убить. Я не уйду. Началось самое интересное. Убью! Снак, помоги! Ой, о боже, что же мне делать? Ой. Надо остановить Скафи, он схватил капитана. Ты что? Самим надо спасаться! Мама! О, нет. Жуткая скала. Убить! Скафи может убить! Отпусти меня, хладнокровный убийца! Надо спасать капитана. Но как? Ага, понял. Ага, нельзя есть без очереди. Это же некрасиво. Придется ждать. Шар! Я лечу, капитан. Мне неприятно, Скафи, но зло должно быть наказано. Отлично, Снак, я горжусь тобой. Я, кстати, не знал, что ты летаешь на самолетах. Летать легко, вот приземлиться трудно. А что в этом трудного? Опускаешься на землю и все. Хорошо. Снак, считай, что я не говорил о том, что горжусь тобой. Вот это был день рождения, да, сэр? Скажу одно, я больше никогда не буду его праздновать. У меня есть сюрприз, сэр. О, Снак, пожалуйста, никаких сюрпризов. Только один, сэр. Какой же день рождения без торта? Ты прав, какой день рождения без торта? Тогда, сэр, закройте глаза. Ну, хорошо. Все, можете открывать, капитан. Вау, это здорово, Снак! Загадайте желание и задуйте свечи. Ладно. Эти проклятые свечи не задуть, Снак. Из чего они? Из пороха, капитан. А, из пороха. Наверное, он отсырел. Ну ладно, режем торт, пусть мое желание не исполнится. О, надеюсь, оно все равно исполнится, сэр. Что вы загадали? Я пожелал, чтобы тебя разнесло на мелкие кусочки. Мое желание не сбылось, Снак. С
днем рождения, капитан! Могу убить. Кораблекрушение. Снак, почти 6. Где ужин? Я ненавижу, когда ты задерживаешь ужин. Наконец-то. Мог бы поторопиться. Я так голоден, что могу съесть крысу с сыром. Что на ужин? Крысы с сыром, сэр. Чудесно. Снак, я думал, ты избавил корабль от крыс. Да, капитан, но эти малютки, наверное, сбежали. Я запер всех крыс внизу в трюме. Они там с голоду дохнут, сэр. Кстати, ты уже заделал дыру в корпусе? Да, капитан, но у меня не хватило цемента, и я засунул вместо него большой пахучий кусок сыра. Хорошая мысль, Снак. Неси скорее мой ужин, пока я... Можно тебя кое о чем спросить? Конечно, сэр. Скажи, ты запер крыс внизу, рядом с той дырой в корпусе? Да, сэр. И заделал эту дыру? Сыром, сэр. А как ты думаешь, что любят крысы? Наверное, сыр... Ты в курсе, что я не умею плавать? Может, поищем пищу и воду, сэр? Не смеши меня, нам не о чем беспокоиться. Проходящее судно заберет нас отсюда. А пока не упусти шанс подправить загар. 10 минут спустя. Безнадежно. Никто не плывет. Мы умрем здесь от голода. Успокойтесь, капитан. Мне кажется, нам нужно построить хижину. Мы перегрызем зубами стволы, крышу сделаем из травы и соломы, а затем... Да оставь ты меня в покое со своими глобальными планами, Снак. Нам совсем не нужно все это делать. Но, сэр, я думаю... Я буду думать, Снак. Если ты хочешь протянуть ноги, пожалуйста, строй свою хижину. Тем временем я сконструирую нам жилье, используя лишь интеллект. Понял, Снак? Все твои усилия абсолютно бесполезны. Как видишь, из доступных материалов легко можно сделать укрытие. Простите, сэр, вы не хотите подняться сюда? Я приготовил вам горячую ванну. Простите, сэр, прошло 2 часа. Кораблей не видно. Стой спокойно, Снак, или я потеряю равновесие. Я надеюсь, корабль скоро появится, иначе мы умрем от голода. Ага, я вижу ужин, Снак. Догони муравьев и отбери еду. Но, сэр, эти муравьи могут быть ядовитыми. Это обычные муравьи, трусишка. Ладно, я и сам с ними справлюсь. Скорей, сэр, прыгайте в воду! Скорей, сэр, бегите в джунгли, он отцепится! Скорей, сэр, прыгайте в воду, тигры боятся воды! Я спасу вас, капитан! Отпусти! Мясо протухло, сэр. Это моя нога, ненормальный. Мне кажется, Снак, моя идея должна сработать. Эта мощная катапульта вернет меня к цивилизации, и я сразу пошлю корабль за тобой. Если не забуду. Давай, Снак! Режь веревку! Привет, девочки!
девушки, меня зовут Джек. Я странствующий пират. Позвольте немного рассказать о себе. Мы спасены, сэр? Нет, но я привез тебе сувенир. Что это, сэр? Это сумка для кокосов. О, милая. Радуйся, что я с тобой рядом, Снак. Ты заметил, какую удочку я сконструировал? Я тоже смастерил удочку, сэр. А? Дай-ка мне. Вот как надо сматывать, Снак. Эта рыба просто огромная. Так. Отдай. Выше нос, сэр. На следующее утро. Сэр, проснитесь. Снак, какое сегодня великолепное утро. Я чувствую легкость, словно сбросил 10 кило. Простите, капитан, но ваши ноги куда-то пропали. Куда они могли деться? Какой-нибудь зверь их утащил? Скорей, Снак, надо найти мои ноги. Они похожи на каннибалов. Да, Снак, и вон мои ноги. Похоже, они их коптят. По-моему, впервые, сэр, они отлично пахнут. Молчи. Живо, Снак, неси меня к этому костру. Нечего их жарить. Сейчас же повесь на вертел! Снак, быстро в кусты! Отдай копченые ножки! Несколько часов спустя. Снак, я больше не могу. Я устал. Я еще даже не завтракал. Может, поджарим ноги? Они уже замаринованы. Хватит шутить! Молчи. Так жить невыносимо, Снак. Все, мне конец. Я умираю. Я покидаю земную юдоль и ухожу в новый лучший мир. Не надо, сэр. Может, выпьете стакан соку, а потом продолжите свой горестный монолог? Да, спасибо, Снак. Да, как я сказал, я уже умираю. Я почти ощущаю холодное дыхание смерти. Еще льда, сэр? Спасибо, Снак. Да, я уже умираю. Вот салфетка, сэр. Хотите фруктов? Конечно, Снак. Я умираю и чувствую, как моя душа... Хотите гусиный паштет, сэр? Ну, разумеется, Снак. Я валюсь с ног от безумной усталости. Простите, сэр, паштет кончился. Хотите вместо него икры, а? Не откажусь, Снак. Снак, где ты берешь такую чудесную еду? В отеле, сэр. Отель? Почему же ты не сказал, что рядом отель? Вы не спрашивали, сэр. У них там наверняка есть ресторан. Уже почти 6. Пошли. Я просто терпеть не могу опаздывать к ужину. Да, сэр. Я могу помочь? Да, мы с помощником хотим поужинать. Пусть подадут самое лучшее, что у вас есть. Боюсь, что это невозможно. Мы здесь не обслуживаем всяких оборванцев. Всяких оборванцев? Слушай, ты, лакей, если бы у тебя была шпага и военная подготовка, я бы заставил тебя ответить. У вас возникли какие-то проблемы? Да, возникли. Мы хотели поужинать, а этот глупый швейцар... Поужинать? Отлично! Прошу вас! Конференция каннибалов. Отлично! Все имеет светлую сторону, капитан. О чем ты? О чем? Нас сейчас сожрут каннибалы, идиот! Да, но зато мы не опоздаем на ужин.
Земля! Идем, серый бездель. Не хватает их. Только не забывай за край света. Бешеный Джек Пират. Сокровище безмозглого, замшелого, криворукого торгаша. Наконец-то, Снак! У меня всегда было чувство, что я добьюсь успеха. И после всех этих лет мы почти у цели. Судьба улыбнулась, Снак. Судьба улыбнулась, капитан. Это был лучший день в жизни бешеного Джека Пирата. Его корабль резал волны, как нож масла. После долгих лет поисков он находился меньше, чем в 7 милях от самого ценного клада в своей жизни — сокровищ безмозглого, замшелого, криворукого торгаша. Это морская полиция, остановитесь! Но, офицер, я ни в чем не виноват. Я шел на автопирате и... Вы шли на опасной скорости. Пожалуйста, подышите в ослиный пузырь. Я не буду дышать в чей-то орган. Отказывается дышать в пузырь. Пиратскую лицензию, пожалуйста. Да, сейчас покажу. Извините, я ее вчера потерял, когда показывал слепому полицейскому. Капитан. Да, Снак? Вы ничего не путаете? Ведь вчера при задержании у мыса Макпунана вы смеялись над тем, что в полицию стали брать слепых, а потом стащили у него... Что несешь? Сэр, мне кажется, что лицензию съел полицейский пес. Он был голодным, но я уверен, что умный, понимающий человек с такой душой, как у вас, сочтет все это недоразумением и отпустит меня. Хорошо, вы свободны. Всего доброго. Как я его провел? Офицер, я вам обещаю больше не превышать скорость и как можно быстрее восстановить лицензию. Если честно, Снак, меня ничто не заставит за ней обратиться. Можешь мне поверить? И не нужно, капитан. Ваша лицензия в кармане. Эй, эта лицензия давным-давно просрочена. Снак, ты безмозглый крысеныш. Стоп, я придумал блестящий план. Снак, следи за работой мастера. Офицер, по-моему, вы это уронили. С удовольствием возвращаю потерю и надеюсь, что этот инцидент будет забыт, да? Видно, там было желе. Дядька, сдышать в ослиный пузырь и просроченную пиратскую лицензию, вы приговариваетесь? Или к отбытию срока в грязной, полной голодных крыс камере, или к сдаче экзамена на вождение. Ладно, я выбираю камеру. Вы не ошиблись в выборе, капитан? Это единственный способ скорее достичь цели, Снак. Нам придется выслушать лекции по вождению в камере, и мы свободны. Это вряд ли труднее, чем сдать экзамен. Привет, как дела? Я Хиеронимус Хак. Я прочту вам лекцию по вождению, ясно, да? Итак, я только что прибыл в тюрьму, и у меня что-то ловит ребро. О, кстати, о ребрах. Эти парни уже так давно сидят на диете, что превратились в учебное пособие, да. Снак, я, наверное, ошибся. Помогите! Вот это департамент маниакальных морских судов. Что ж, Снак, это быстро. Логика мне подсказывает, что в таком здании клерки работают эффективно. Ох, Снак, наш номер 96473. Не расстраивайтесь, капитан. Хотя номер 28962 звучит лучше. Или мне так кажется, а? Итак, бешеного Джека и его первого помощника Снака ждали новые приключения в департаменте маниакально-морских судов, хотя они были, конечно, менее интересными, чем те, к которым они стремились. Куда менее интересными, но гораздо более утомительными. Слушай, если ты не можешь помочь, проваливай, ясно? Что? Нечего мне хамить. Сам проваливай. Нет, ты! Нет, ты! 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 Слушай, мультфильм называется «Бешеный Джек Пират», а не ссоры Джека с выжившим из ума занудой. Так что проваливай или проткну тебя шпагой. Попробуй. Номер 96447. Пожалуйста, подойдите к кабине 649. Вас ждет инструктор. Капитан, идемте. О нет, Флэш Дэшен, ты инструктор по вождению?
Привет, Джек, мой заклятый враг. Вот эта встреча. Да, я работаю здесь. Надо же на что-то жить. Но, несмотря на жуткую ненависть, я сделаю все, чтобы помочь тебе сдать экзамен. Начнем с проверки зрения. Ты должен прочесть текст, который написан на этом пушечном ядре. Но я не могу отсюда прочесть то, что на нем написано. Да, боюсь, ты провалил проверку. Плохо, Джек. Но у тебя есть еще шанс. Ну и что же я буду сдавать? Это механический фехтовальщик. Проверка займет 10 секунд. Ты уверен, что выдержишь? 10 секунд? Ха! Только младенец не выдержит бой с этой штукой. Скажите, мистер Дэшли, какова мощность этого фехтовальщика, а? Этот фехтовальщик заменяет роту разъяренных солдат, которым не платят, по крайней мере, 2 года. Я побил эту машину Флэш без единой царапины. Теперь ты должен сдать тест на умение точно стрелять из пушки. Твой друг Снак добровольно решил стать живой мишенью. Я вовсе не хочу этого, капитан. Ты не мог найти никакой мишени, кроме бедняги Снака? Если ты откажешься стрелять, то отправишься в тюрьму. Прости, Снак, я не отдам твой скелет в медицинский институт. Последний, но не главный, финальный экзамен. Ты должен припарковаться между этими 2 судами. Ха, ерунда. Простите, сэр, а что за груз на борту этих кораблей? Нитроглицерин. Я проскользну между ними, но разве только слегка задену. Итак, Джек, тебе осталось только лишь показать, как ты действуешь в экстремальных обстоятельствах. Устраняешь поломки и тормозишь. Можно спросить, не придумал ли ты этот тест специально для меня? Разумеется, нет. Особенно если учесть, что я до сих пор умудрился остаться в живых? Разумеется, нет. И мне ничего не нужно делать, кроме как устранить возможные поломки и срочно затормозить? Разумеется, нет. Снак, руби конец. Но ведь на судне нет никаких поломок, и экстремальных обстоятельств не предвидится, разве что... водопад. Может, я все-таки пройду этот тест? Мне сейчас нужно постараться срочно затормозить. Джек! Джек, какая трагедия! Ты полностью провалил экзамен по вождению. Согласно правилам департамента, ты можешь сдавать экзамен еще раз. В таком состоянии вряд ли. О, тогда ты вернешься в свою камеру. Есть только 2 возможности. Ни одна из них не подходит. Мне нужна лицензия. Меня ждут большие дела. Снак, думай, что делать. Думай! Я уже нашел выход. Я прочитал дополнение к правилам департамента. Вот, смотрите. Если соискатель лицензии не прошел тест и отказался слушать лекцию в тюрьме, он может стать служащим департамента. Вот так вот. Ага. Ты знал об этом дополнении. Я хочу немедленно приступить к службе в департаменте. Мне нужен угловой офис с кондиционером и видом на лагуну, и не меньше. Хорошо. Иди оформляйся и сразу же приступай к работе. Скажи, Снак, с кем еще так зло играет судьба, как со мной? Вместо того, чтобы искать сокровища безмозглого криворукого торгаша, я, несмотря на свою склонность к пиратству, должен занять важный пост в государственном учреждении. Итак, благодаря приложению к правилам, Джеку предстоит заняться новым для него делом, как нельзя более соответствующим его блестящим интеллектуальным возможностям и отменной физической подготовке. Слушай, старик, я же сказал, проваливай! Нет, это ты проваливай. Да ладно, прощай, меня нету. Слава богу, он ушел, Снак. Но что мне теперь делать?
Думать о будущем, капитан. Что ты несешь? Я работаю живой мишенью. Верно, но, по крайней мере, вам есть о чем мечтать. Огонь по мишени! 999 удовольствий. Ежегодный съезд всех мудрых и воинственных. Простите, сэр, но я все же не понимаю, что мы здесь делаем? Вы не мудрые, тем более не воинственные. С драконами вас объединяет одно — горячий нрав. Вы только зря потеряете время. Ах, Снак, ты Снак. Ты правда не понимаешь, да? Если хочешь оставаться пиратом, ты должен быть в курсе. Я послушаю, чем заняты коллеги, обсужу с ними их новые идеи, и если удастся, присвою. Верно. Следующий. Имя? Не понимаю, чего вы хотите? Как вас зовут? А, да, конечно, я Бешеный Джек, а это Снак. Спасибо. Волшебный спрей. Это здорово, но если запах смешается с моим одеколоном, все задохнутся. О, как вкусно пахнет. Мы сюда не лопать пришли, а по делу. Привет. Привет. Рад вас видеть. Забыл, что я говорю привет, когда хочу сказать, что вижу что-то интересное. А что это? Волшебная палочка. С такой магической вещичкой я смогу сделать все, что угодно. Вы и так это постоянно делаете. Я должен ее получить. Распродажа магических атрибутов волшебника Мерлина. У вас самый интересный экспонат во всем зале. Спасибо, мистер. О, Господи, как тут мелко написано «Мистер Мэджик». У него зовут... Да, вы правы. Я Мэджик Джонсон. Как Макмагу скажите, сколько стоит волшебная палочка? Нет, палочка не продается. Она лишь для рекламы. Я ее не продам, потому что того, кто владеет ей, чаровница Виктория, обслужит скорей. Чаровница Виктория? Да, она живет в замке 999 невыразимых удовольствий. А почему же не 1000? 1000 было бы примитивно, но просто так не попасть в замок. Он охраняется искусными прелестницами. Только тот, кто владеет палочкой, может насладиться удовольствиями. Но даже он должен быть осторожен. Эта волшебная палочка может над ним зло подшутить. О, да-да. Ну ладно, если она не продается, тогда прощай, мой несговорчивый друг. Удачи тебе, Мэджик Джонсон. Я очень горжусь вами, сэр. Вы показали чудеса выдержки. Он сказал нет, и вы удалились. Вы джентльмен, капитан. Мы должны украсть ее, бестолковый. И вот как мы это сделаем. Привет, милый колдун. Я Снакалина, одна из искусных прелестниц чаровницы Виктории. О, я вижу. Ее светлость чаровница Виктория попросила меня искусить тебя, как мне и положено, с помощью танца 6 покрывал и носка. Что ж, давай. Спасибо большое. Подожди, не уходи. Я люблю тебя. Настал наш час. Я еще не видел в нашем заливе такой пробки. Так мы не скоро попадем в замок 999 удовольствий. Не ной. Снак, достань палочку из футляра. Я перенесу нас в замок с помощью магии. Но колдун сказал, что... Выполняй! Вот она, сэр. Я не слишком разбираюсь в магии, но хорошо помню, что надо рифмовать заклинания. Я его придумал. Иди нас в открытое море скорее, чтобы мы их красотки примчались быстрее. О, вы просто поэт, сэр. Спасибо.
ни монету. У меня нет денег. Снак, а у тебя есть? Нет. Ничего, ни рубля? Ни доллара? Ни пенни? Гульдена? Франка? Кроны? Динара? Жвачки? Нам не везет. Стой, палочка! Хоть монет я не имею, путь открой нам поскорее. Как тебе все это, Снак? Эта палочка прелесть. Сэр, земля, мы прибыли. Ну зачем так громко орать? У нас начались проблемы. Она изменилась. Да, но посмотрите, мы прибыли. Не таких прелестниц я ожидал. Они не там, а вон там. Боже мой, Снак, приготовься к высадке. Сейчас, сэр. Готов, сэр. Да, ты, конечно, готов. А я должен выглядеть представительней. Мне без волшебной палочки не обойтись. Прошу, перед встречей с красоткой сделай меня пригожим и одежду на мне поменяй, чтобы я стал на себя не похожим. Я прошу прощения за своего брата Квентина. Счастлив представиться. Я Джек, пират. Я мечтаю увидеть ее светлость, чаровницу Викторию. Жаль, но вам придется вернуться на свой корабль. Чаровница принимает лишь тех, у кого есть волшебная палочка. Я знаю. Оля? А теперь откройте дверь, меня ждет почти 1000 удовольствий, а они требуют времени. Это верно. 30 сортов мороженого он пробовал неделю. Ты можешь открыть дверь с помощью волшебной палочки, несносный пиратишка. Неужели нельзя эту дверь, ну, просто открыть? Ну что же. Передо мной откройся дверь, и я в нее войду, поверь. Ладно, попробую еще. Передо мной откройся. Передо... Кто здесь? У меня такое чувство, что здесь мы удовольствия не получим. Чаровница Виктория где-то рядом. Это вам интуиция подсказывает? Нет, вот это. Чаровница Виктория. Давай, Снак, открывай. Я останусь здесь и приму скромную позу, чтобы произвести на нее впечатление. Есть, сэр. Давай, давай, я готов. На, подержи. Привет, милый. Нет, ты ошиблась! Не он хозяин волшебной палочки. Я ее владелец. Ой, я очень довольна. Ну, милый, я вижу, ты готов. Стой, это замок 999 удовольствий? О, ты прав. Но все эти удовольствия должна получать я. И мне сейчас очень хочется выбить тебе мозги и смешать их с соломой. Сэр, у меня возникла проблема. Я составляю список 999 удовольствий. Под номером 52 пытка касторкой. Нет, ничего подобного. Это игра в прятки с мангустом. Касторка в списке с 17-е. А пытка каленым железом? Это с 44-е вроде бы.
Земля! Идем, серый бестель. Не хватает их. Только не заплывай за край света! Бешеный Джек Пират. Неприятный инцидент со снежными троллями. Здесь так холодно, что у меня зубы сводят с ног. Вперед, марш! Мы надолго сюда, капитан. Нам надо доставить машину для мороженого. Зачем им здесь мороженое? Всюду лед. Не стоило браться за это. Да, но нам опять было нечем платить за аренду корабля. И злой Вилли сказал, или мы доставим машину для мороженого его другу Снежному Султану, или он свернет нам шею и отберет судно. Да, ты прав. Фу, не знаю, что люди находят в мороженом. Сэр, можно я поднимусь и... Я слушаю, Снак. Погреюсь. Да, только недолго, Снак. Чем меньше времени мы проведем в этих снегах, тем лучше. Ой, Капитан, какие-то странные морковки торчат возле борта. Что? Что ты бормочешь, Снак? Ты мозги отморозил? Эй, нужно просить разрешения, прежде чем подняться на борт. Как ты сумел разморозиться, Снак? Потом расскажу, капитан. Снежные тролли украли машину для мороженого. Что мы скажем Снежному Султану? Знаешь, Снак, в таких случаях ничего другого не остается, как только молиться и уповать на помощь свыше. Простите, вы правда надеетесь, что Бог спасет нас? Нет, ложь спасет. О, бешеный Джек-пират, мой верный друг! Злой Вилли сообщил о вашем прибытии. Прошу вас в мой снежный дворец. Надеюсь, груз с вами, а? Мы этот вопрос успеем еще обсудить. Сначала нас накормите. Мы голодны. Ну, конечно. Идите за мной, и я устрою банкет в вашу честь. Еда. Вот хорошо, хоть наемся. Да, всегда лучше поесть перед разговором, правда, Джек? Да, но вы позволите мне немного поспать, прежде чем мы приступим к делу? Хорошо, мои слуги проводят вас в ваши покои, а я займусь приготовлением мороженого. Неужели? Вы не представляете, как любят мороженое в нашей стране. Да, я вас хорошо понимаю, но я очень устал. Мороженое подождет. Почему вы не отдаете мне мою машину? Я ее заказал. Несите ее, я хочу мороженого. Мы все хотим мороженого. Мы хотим мороженого. Идем, Снак, принесем им эту машину. Мы не можем ее принести, потому что снежные тролли украли ее у нас.
Что? Снежные тролли? Ага, это все объясняет. Так вот, почему вы сразу не отдали мне мою машину? Она у снежных троллей. Да, они ее взяли. Они просто одолжили ее. Я уверен, они ее вернут, если их попросить. Не возвращайтесь, пока не заберете машину. А если вы ее не найдете, то лучше вовсе не возвращайтесь. Учтите, ночи здесь очень холодные. Снак, я мерзаю. Дай мне майку. Но, сэр... Снимай! Ну ладно, подкинем монету. Если выиграю, то не разденусь? Да. Ладно, хорошо. Ладно, кидай. Бросил. Как всегда, я выиграл. Снимай майку. Вы точно выиграли? Да. Держите, вы давно меня не обманывали. Все, мы пропали. Мы не выберемся отсюда. Никогда. Замерзнем до смерти в далекой снежной пустыне. В каких только переделках я не бывал, но это хуже всех. Вы бы вспомнили остров Чаровницы Виктории, сэр. Да, но мы выбрались оттуда. А отсюда нам одна дорога в ледяную могилу. Как искать этих 3 снежных троллей, сделанных из снега, если все здесь в снегу, и кроме снега ничего нет? Нет! Что? Вы сказали, что, сэр? Вы что-то нашли? Смотри, это заледенелая штука почтовый ящик. Какой ты идиотизм! Знай, Снак, когда мы покончим с этими снежными троллями, мы заберемся в их логово и... Вы поступили очень неосторожно, когда нашли этих снежных троллей. Неужели, придурок? Капитан, что они с нами сделали? Наверное, они собираются нас съесть. Сначала заморозят нас, а потом съедят. Фу, они неразборчивы. Сожрут нас сырыми перед телевизором, смешав предварительно с кубиками льда. Это плохо. Лучше бы они нас поджарили. Ну, разумеется. Эй, ты подал мне замечательную идею. Вы собираетесь нас съесть, да? Замороженными, надеюсь? А жареного вы не едите, да? Но людей лучше всего поджарить. Они так гораздо вкусней. Даже вкуснее мороженого. Вы многое потеряли, мой снежный друг. Но у них нет решетки для барбекю. Смотрите, капитан. Товары по почте. Все сюда, не смущайтесь. Теперь зажигаем. Все, нет больше снежных троллей. Вас посетила блестящая идея. Она спасла нам жизнь, капитан. Да, конечно. Теперь бери машину для мороженого и пошли к снежному султану. О, нет, сэр. Тролли уже съели все мороженое. Это плохо. Добавьте воды. У меня есть идея. Сейчас получите мороженое. Держите свой аппарат. Капитан Джек, я думал, что вы уже замерзли в снегах, но вы принесли это чудо. Да, это было нелегко, уверяю вас. Вы смельчак. Я больше не верю жутким, кошмарным и отвратительным слухам, которые о вас всюду ходят. Да, я заметил, смелость спасает, когда твоя жизнь находится в опасности, Ваше Величество. Теперь мы свободны? Вы не хотите насладиться плодами своего труда? Простите, мне их совсем не хочется. Замороженные плоды хороши на каком-нибудь тропическом острове, куда я отправлюсь, как только выберусь из льдов. Прощайте. Но как она работает? О да, чуть не забыл. Добавьте воды и поверните ручку. Тысячи ледяных, спасибо. Может, мы когда-нибудь еще встретимся? Да, только не в ваших снегах. Идем, Снак. Снак, шевели лапами. А почему вы не захотели съесть мороженое? Вот почему.
Знакомство с крабами. Знак, а другого способа нет? Капитан, если мы хотим найти эту розовую жемчужину, надо опуститься на дно. Я не умею плавать. Мы же будем сидеть в субмарине и с помощью карты искать подводное царство, а затем проникнем в замок и похитим розовую жемчужину. Ты думаешь, я опущусь под воду в этой кастрюле? В ней безопасно, капитан. Ты уверен, что мы не погибнем? Клянусь жизнью, капитан. Ты мне поклялся, запомни это. Готовьтесь к смерти. Я пошутил, капитан. Это не шутят. Идите сюда, капитан. Нам пора сверить курс. Прекрати свои шуточки, Снак. Я отлично слышу, мы в 2 шагах друг от друга. Да, сэр. Нам пора сверить курс. Судя по всему, подводный самый близко отсюда. Вот он, капитан. И как мы туда попадем? Вплавь? Мы наденем эти костюмы и пойдем прямо по дну. Пешком? Да, сэр, и это не страшно. Под водой все ходят в водолазных костюмах. И ничего не случается? Нет, капитан, надевайте и в путь. Я чувствую, что пожалею об этом. Ой, Снак, как здорово, я не промок. Что это? Ого. Что с тобой? Я думаю, нам не стоило есть гороховый суп за обедом, капитан. Что происходит? Я не могу дышать. Мне нужен воздух. Я не чувствую ног. Снак, сосредоточься, что делать? Нам, капитан, с помощью гарпуна надо скорее возвращаться на лодку. Ты сдурел, не направляй его на меня. Снак, я уже говорил и снова скажу. Странно, что никто не охраняет вход в замок. Тебе не кажется? Снак, сэр, я думал, вы знаете мое имя. Мы обнаружили этих типов у входа в ваш замок, ваша властность. Дерзкие нарушители, что привело вас в наше владение, в наше подводное царство, млекопитающие. Мы пришли украсть ваш ор. Мы заблудились. Может быть, ваши гвардейцы окажут любезность и проводят нас к выходу, чтобы мы вам не мешали. Исключено! Вы нашли наше секретное подводное царство и теперь не уйдете. Тоже мне умники. Нам придется скормить вас живьем нашему морскому чудовищу Лайноне. Уведите их в тюрьму. Живо! Кошмар! Мне страшно, я боюсь. Да, но если бы этот краб решил отдать нас на съедение своей родне, было бы пострашнее. Нам надо отсюда выбраться! Отсюда не выбраться! Кто ты? Я Чак, искусственный краб. Искусственный краб? Да, я пробрался сюда, чтобы познакомиться с настоящими крабами. Но они не захотели, потому что я искусственный, и меня заперли сюда. А, я не знал, что есть искусственные крабы. Откуда ты взялся? Я не знаю. От других искусственных крабов, наверное. Но если ты произошел от других искусственных крабов, это значит, что ты на самом деле не искусственный, а настоящий искусственный краб. Хватит! Ты меня совсем запутал. Я всю свою жизнь мечтал быть настоящим крабом. Ради бога, прекрати ныть. Я думаю, как выбраться отсюда. А чем ты здесь занимался? Так, ерундой. В основном выгрызал ключи из рыбьих хребтов. Как интересно. Это здорово. О, да. Почему ключи? Может, потому
что у меня есть тайная мечта когда-нибудь стать хорошим слесарем. Приятно иметь мечту. Конечно. У тебя все ключи такие разные. Очень трудно сосредоточиться, когда рядом постоянно кто-то бубнит. О, да! Есть большие и маленькие. О, этот ключ очень похож на тот, которым тюремщик открывал дверь нашей камеры. Да брось ты его! Посмотри на этот! Он очень красивый. Эй, дай-ка мне ключик! Он очень красивый. Мне нужен тот, который подходит к замку нашей камеры. Вот он, капитан. Открылась! Чак, ты замечательный краб! Ты молодец! Ты просто чудо! Спасибо! А что я сделал? Ты сделал ключ, который открывает замок. Запомни этот день, Снак. Сегодняшний день бешеный Джек-пират может назвать счастливым. Наконец-то судьба проснулась и повернулась к нему лицом. Это... Подержи. Это день, когда... Когда он был съеден гигантским морским моллюском. Идемте, заключенные, час настал. Водоросли, свежие водоросли, ледяные. Черви, большие сочные черви, отменные свежие черви. Эй, вот купи, вкусни, купи. Барашки морские, хрустящие барашки. Планктон, берите планктон, он обеспечит ваш организм всеми нужными витаминами. Жители подводного царства, мне очень приятно открывать нынешние летние соревнования по безмятежному плаванию. В знаменование этого события враждебные нашему миру существа сейчас будут заживо съедены нашим гигантским моллюском Вальпаной. Начнем игры. Что же так делать, как избежать съедения? Как? Похоже, это оно, капитан. Это? Что это? Моллюск? Снак, ты даже глупее, чем я ожидал. Вот, как мы избежим съедения? Смотрите, каких он размеров! Мы парочка ослов, иначе вас не назвать. Ведь это обычный моллюск. Моллюск! Для того, чтобы избежать съедения, не надо к нему подходить, открывать его створки и прыгать внутрь. И точно! Искусственный краб! Невкусно! О, нет! Я должен помочь друзьям! Если не выплюнешь моих друзей, я снова прыгну в твой рот! Смотри, Снак! Розовая жемчужина! Отдай жемчужину, моллюск! Капитан, выпустите жемчужину. Нет, это редкость, Снак! Она будет моей! Чак не сможет нас долго тащить, капитан! Снак, смотри, она прекрасна! Капитан, мы должны отпустить жемчужину! Какой ты все же зануда, Снак! Скорей, сэр, лезем на борт, пока нас не поймали. Розовая жемчужина. Я держал ее в своих руках. Держал в своих руках. Живо неси ужин, Снак! Я просто умираю от голода! Что это? Это искусственный... Снак, ты сдурел? Ты сварил бедного Чака, да? Конечно нет, капитан, он на палубе. Тогда что это? Искусственный черепаховый суп. Ха! Отдай мое пальто.
Идем, серый бестель. Не хватает их. Только не заплывай за край света. Бешеный Джек, пират. Джек, победитель драконов. Теперь ты покажи себя, Джек. Что за разборку там эти пьянчуги затеяли? Кто? Где? О, боже, только не это. Внимание, внимание! Дочь барона Стиви Рея фон Риббентропа, принцесса Пенелопа, похищена ужасным огнедышащим драконом Даршем, известным своим коварным нравом. Барон предлагает огромное вознаграждение тому смельчаку, который спасет его дочь от злого дракона. Мама? Ты должен мне 100 золотых монеток, Джек. Я надеюсь, ты понимаешь, что у меня нет денег. Я знаю, как ты их заработаешь. Вот доброволец. На что ты меня подписываешь? Спасешь принцессу от дракона, Дарша. От дракона? Поднимайся, Снак. Придется взяться за это дело и умереть героями. Отпусти меня, противная ящерица. Ты постарайся запомнить, я дракон. Поняла? Почему вы, драконы, всегда похищаете бедных принцесс без причины? Потому что так положено. Ну да, но почему? Потому. Так почему? Ну, потому что... Ясно? И не приставай. О, вот моя пещера. Ты живешь в пещере? Да, а что? Я привыкла жить в комфорте, а не в пещере. Да, но ты же еще не видела обстановку. Какая же здесь грязь! Ну да, извини, я сейчас немного уберу. Не помню, когда я это делал. Редко бываю дома. Эй, погоди-ка, что же я делаю? Сиди здесь. Я приготовлю обед. У тебя нет какого-нибудь журнальчика? О, что это? Снак, мне кажется, пещера дракона где-то поблизости. Это подсказывает ваш удивительный нюх, капитан, а? Нет, вот это. Ты видишь, что написано на почтовом ящике? Кто это? Твоя мама? Да, это мама. Красивая. Ты унаследовала ее глаза. Ну что ты? О, это первая дама, которую я похитил. Она такая уродливая. Но она была первой. Другие были милее. Милее, чем я? Ну? Ты, глупая рептилия, немедленно отдавай пленницу. У меня нет времени ждать. Ой, кто это? Это, наверное, твой спаситель. Я сейчас вернусь. Ну, как ты находишь это изобретение? Металл не горит. Похоже, тебе конец, мистер Дракон. Поэтому, может, сэкономишь мои силы и сам подставишь голову под мой меч. Снак, мне не повезло. Этот дракон ужасен. Он вовсе не так добродушен, как пишут. Мы должны найти способ его обхитрить. Я уже понял, сэр, и поэтому сконструировал это. Зачем нам игрушка, Снак? Это бомба, только замаскированная под уточку, капитан. Ну и что дальше? Когда дракон станет мыться, сэр, мы подкинем ему в воду уточку. Вот. Он расслабится, начнет плескаться, затем захочет поиграть с уточкой, только утка окажется бомбой, которую я изготовил. Да, потом? Потом мы услышим волшебный звук. Бабах! Капитан, он взорвется. У меня есть план пореальней. Согласно этой книге и многочисленным свидетельствам рыцарей, драконы — редкие обжоры. Поэтому мы с тобой привяжем овечку прямо перед пещерой. И когда дракон выйдет, бам! Что значит бам, капитан? Я точно не скажу, но у меня есть идея. Давай, овечка, пахни как можно лучше.
Если я правильно понял, мясо ты не ешь. Нет, ем только редко. Но при этом мне очень-очень жаль несчастных животных. Да, это мне в голову не приходило. Извини. Он идет! Ну, наконец-то. Не бойся, малышка, я тебя отпущу. Мне только что рассказали, что твое мясо есть вредно. Убегай. Подожди, подожди! Ты ведь жестокий, кровожадный монстр! Но есть много мяса вредно. Вредно? Как же ты будешь пополнять организм протеинами? Ты должен есть мясо! Да. Конечно, сам подумай! Ты протуха. Отпускаю! Отпускаю! Итак, железный дракон к бою готов. А где же снаряд? Вот он, капитан. Отлично, запихивай в пасть. Мы научим этого непутевого дракона жрать мины. Шлем, надевай. Теперь очки. Ты готов? Да, капитан. Дразни дракона! Есть. Ты самый противный дракон на всей планете. Ты самый противный... Стой! Дразни обидней. Ладно. Твоя мама такая уродина, что летучие мыши пугаются. А ты сам, дракон, был таким грязнулей, что родители для тебя купили моющий пылесос. Тебе следует убить этого мерзавца. Причем лучше сделать это немедленно. Извини. Он идет, сэр. Отойди в сторону, Снак. Эй, придурки, почему бы вам... Это тебя научит держаться подальше от короля дракона. Мы победили, сэр. Ну, конечно. Это должно тебя убедить, что в, казалось бы, безвыходной ситуации судьба может улыбнуться тебе. Хотя это бывает нечасто. Вернее, очень даже редко. Так редко. Боже мой, что вы наделали? Что? А, ты должна быть несчастная пленница. Ну, идем, сестра. Я доставлю тебя домой и обменяю на 100 золотых. Убери свои противные лапы. Ты грязный, глупый пиратишка. Я не понял. Дош, милый, поговори со мной. Милый? Да ты посмотри как следует. Заткнись ты. Он из-за тебя мучается. Я думаю, нам лучше уйти, капитан. Еще чего? Ты, крошка, пойдешь со мной. Отпусти ее. Ни за что. Что здесь происходит? Папаша, я победил этого дракона, и ваша дочь жива и здорова. Жива и здорова? Она в лапах чудовища. Я люблю его, папа. И я люблю ее. А ваши намерения благородны? Абсолютно. Что же это творится? Ну, как видно, вы честный дракон. Я вам позволю жениться на моей дочери. О, папа, я ужасно счастлива. А как же награда? А вас нужно предать суду и показательно расстрелять за то, что вы чуть не испортили моей дочери жизнь. Убирайтесь, пока я не забыл о присутствии дочери и не убил вас. Неблагодарный. Идем, Снак. Капитан, что мы скажем троллю, который хотел открутить вам голову? Не бойся, Снак, я знаю, как от него избавиться. Капитан, вы пришли, и у вас голова на месте. Да, этот глупый тролль поверил в сказку. А что за сказку вы рассказали? Снак, ты помнишь ту уточку для дракона? Да. Я сказал, что она несет золотые яйца. Для этого нужно лишь сжать ее. Но она не несет золотые яйца. Это ты знаешь, и это я знаю. Но тролль этого не знал. Он сжал утку. Капитан Снак.
Жак, достань почту. Есть, сэр. Вот она, капитан. Надо сказать, судя по тому, как приятно пахнет из бутылки, я получил это письмо от какой-то приятной дамы. Вот, прочти мне вслух. Есть, сэр. Привет, невоспитанный дикарь. Это вы. Давно хотелось вам написать. Вы проявили себя отвратительно, находясь в известном всем ресторане пару лет назад. Только мое хорошее воспитание не позволило мне тогда же проучить вас. Но зато теперь я многое о вас знаю. И главное, где вас можно найти. Скоро я навещу вашу грязную посудину, проломлю вам голову и отомщу за друзей. Всего доброго, Жан-Клод Эфит. Эта прекрасная дама не так уж любезна. Это вовсе не дама, это мужчина. И он не кто-то там, а Жан-Клод Эфит. Самый опасный, хитрый, любезный и благовоспитанный пират из всех, кого я знаю. Я пропал. По-моему, он с вами почти не знаком. Ну и что, он знает, где меня найти? Да, он вас никогда не видел? Никогда меня не видел? Придумал! Отлично, что же? Ты будешь мной. Я не понял. Когда Жан-Клод Эфит появится, скажем ему, что ты и есть невоспитанный капитан нашего корабля, а я твой преданный слуга Снак. Зато ты будешь капитаном. Эй, на судне! Какой-то корабль, капитан. Это все помнящий, капитан. Помни, ты наш капитан, а я на палубе последняя спица в колеснице. Займем места? Эй, рулевой Библ со всепомнящего хочет поговорить с капитаном морского петуха. Капитан здесь? Ой, он здесь, он прямо у меня за спиной. Что надо? Сэр, я должен вам сообщить о прибытии самого уважаемого и агрессивно любезного пирата и капитана всепомнящего Жана-Клода Эфита. Я прошу разрешения подняться на борт. О, да, конечно, проходите. Вы капитан Бешеный Джек Пират. Я вообще-то не он, то есть, да, это я не отрицаю, да. Вы противный и неприятный мне, Джек Пират. И поэтому вы умрете отвратительной смертью. Почему? Что он, то есть, я сделал? Я сидел за столиком в ресторане. Я только что был награжден за лучшую огневую подготовку среди пиратов. Я стирал отпечатки грязных пальцев жюри из кубка, когда вы появились. И вдруг, даже не подумав сказать «простите меня», чихнули. Кто чихнул? Кто чихнул на мою персону? Это Бешеный Джек Пират, мой капитан. Бешеный Джек? Я найду эту свинью-наглеца. Я найду его, даже если это займет полжизни. И после этого мерзкого чиха я был вынужден приводить в порядок мой приз целых 12 часов. Теперь я вас отыскал и надеюсь, что вы будете благоразумно себя вести перед своей скорой и неизбежной кончиной. Эй, ты, принеси нам чай. Вы всегда так жестоки со слугами, капитан Эфит. Дайте вспомнить. Да. А вот и ваш неуклюжий матрос. Да, как я сказал, я просил чай, а это кофе непутевый. Я извиняюсь. О, он еще что-то говорит. Он уронил поднос. Ага, прекрасный чай, Бешеный Джек Пират. И сервирован отлично. Я не выношу этого. Ты посмел осквернить над своим дыханием. Что? Нет. Сначала он позволил себе выдохнуть воздух, который скопился в его теле, причем прямо на меня, а затем он опять ко мне обратился. Его надо наказать. Обязательно. Что надо сделать? Ударь его. Да, конечно.
Разве это удар? Смотри, вот это удар. Ну, теперь ты. Слушай, Снак, если ты как следует не ударишь, он врежет еще раз, и я умру. Ты меня понял? Да, сэр. Я не верю глазам. Как ты можешь командовать кораблем, если ты так нежничаешь с матросами? Я покажу еще раз. Но я хорошо врезал. Нет. Ты ударил его вот так. А его надо ударить вот так. Комфруа? Давай, бей еще. Сивупле. Можно я стукну его чем-нибудь? Хорошо. Вот этим. Вуаля! Надеюсь, ты усвоил урок. А теперь, мой глупый друг, я должен заняться тобой. И прежде всего я отрежу твои ноги и брошу в море акулу вместе со свежим батоном, натертым чесноком и намазанным майонезом. Прежде всего я отрежу твой длинный нос и скормлю голодному киту. Перед этим слегка его поперчив и побрызгав биарнским соусом. Я дам тебе возможность выбрать инструмент для операции. Я думаю, подойдет нож для разделки мелких грызунов. Все идет просто замечательно. Пока мой помощник затачивает для тебя ножик, твой помощник чистит мне туфли. А ты готовишься к смерти. Ну все, хватит полировать. Пора убивать. Я где-то слышал такое чихание прежде. Я не знаю, что вы затеяли, но вот этот тип чихнул на меня в ресторане. И это он должен умереть. Ты не ошибся, Эфит. А, он опять ко мне обратился. Хватит орать! Я бешеный Джек-пират. А парень, с которым ты распевал чаи, болтал и учил, как нужно дубасить матросов, никто иной, как мой первый помощник Снак. Я, разумеется, иногда страдаю от пробелов в воспитании, и, возможно, я чихнул на тебя, не прикрыв платком рот и не попросил за это прощения. Но ты тоже не сказал «Будь здоров!» О, ты прав, это верно. Я вел себя как кретин и сразу не разобрался, что передо мной самый настоящий джентльмен. Я должен вернуться на свой корабль и пойти с ним на дно. Перед этим покрыв его луковым соусом, слегка приправленным майонезом. Я ухожу. Адью. О, спасибо, сэр. Вы спасли мне жизнь еще раз. Не благодари меня, Снак. Особенно если учесть, что моя жизнь тоже была спасена. Ты меня здорово выручил. Рад стараться. Если я могу быть вам хоть чем-то еще полезен, скажите, я все сделаю. Твои жареные лапки с горчицей и базиликом меня устроят. О, они невкусные. А может их съесть с салатом под майонезом? Вам лучше съесть что-то другое. Я не откажусь от тушеных крысиных ребрышек, политых биарнским соусом.
серый бездельник. Не хватает их. Только не заплывай за край света! Бешеный Джек, пират. Остров розовой нежности. Ну, Снак, приготовься к самому опасному приключению в нашей жизни. Куда мы плывем, капитан? На мыс порочных нимф? В страну ядовитых медведей? На остров взрывающихся грейпфрутов? Нет, мы направляемся к острову розовой нежности. Звучит здорово, капитан. Да, тем, кто ест только конфеты, там нравится. Но зачем мы туда плывем, если вы их не любите? Сокровища, Снак, сокровища! На этом острове, помимо разнообразных сладостей, спрятан клад дорогих драгоценных камней. Если их украсть, нам не придется больше работать. Ну, мне-то точно. А где мы найдем эти камни? Это место называется крепость последней милости. Так что мечтай о сундуке и бери курс на розовый остров. Я готов, капитан. Я тоже. Как здесь противно. И песок розовый. Какая-то музыка. Итак, согласно карте, капитан, мы должны пройти сквозь мятные джунгли и через болото счастья войти в пушистый лес. Потом дорога приведет нас в долину говорящих цветов, а крепость последней милости в 2 шагах оттуда. Вставай, Снак, бери карту и пошли. Я иду, капитан. Привет! Капитан! Да, что тебе? Сэр, карту только что украла одна из этих прелестных синих зверюшек. Карту украли? Мы же заблудимся на этом жутком острове. Мне тоже так кажется. Ненавижу смех за спиной. Кто это? Вы глупыши. И я могу показать вам дорогу к крепости последней милости. Я никогда раньше не видел говорящих и летающих розовых пуделей. Я Туз, разговорчивый летающий пудель. Отлично. Что? Ничего. Тулу, значит, ты нам поможешь найти крепость последней милости? Зачем вы туда идете? Сэр, вы пират? Нет, я просто турист. Я подумал, что вы пират. И я бы не показал вам дорогу, будь вы пиратом. Но если вы турист, то я вас туда провожу. Спасибо тебе. Перед дорогой давайте споем вместе песенку. Нет, мы не будем петь. Показывай дорогу. Хорошо. Вроде запах мяты стал еще сильнее. О, да, здесь рядом живут мятные гномы. Мятные гномы? Да, мятные гномы. Мы должны попросить у них разрешения для того, чтобы пройти их мостик. Стоп! Вы кто такие, а? Мы те, кто повыше тебя. Они прибыли в наши края откуда-то издалека. От них не пахнет мятой. О, да, пахнет чем-то странным. Все, хватит. Можно перейти этот мост? Я не против, переходите, но сначала сделайте нам интересное предложение. Отлично! Предлагаю. Дайте нам перейти через мост, и я не стану давить вас одного за другим своими сапогами. О, но это совсем не то предложение, которого мы ожидали, сэр. Да, но скоро я приступлю к его воплощению. Ну, кто первый? Подождите, не стоит этого делать, сэр. Думаю, вы должны предложить что-то другое или... Или что? Занюхаете меня? Нет, крошка Джим может испортить вам внешность и даже сломать вам шею, да? Крошка Джим? Насмешил. Кто из вас Крошка Джим? Было не очень-то вежливо отдавать гномам в подарок шкурку. Прекрати завывать. По крайней мере, мы перешли этот мост. К тому же ты стал выглядеть 100 раз лучше. Правда? Конечно.
Мятный лес кончается. Смотрите, смотрите, крепость последней милости. Надо быть осторожнее, если хотите увидеть сокровище. Можно встретить медвежонка Тедди. Медвежонка? Ты издеваешься? Здесь есть медведь? Я думал, крепость охраняет белка или кролик или другой мелкий зверек. Но медведь? Смотрите, капитан, вон медведь! Это медведь? Ха, это будет легко. Ну, здравствуй, дружок. Так это ты охраняешь драгоценные камни, да? Каждый день. А почему не поручили кому-то постарше? Я взрослый, я болел. Ясно. Тогда ты не будешь против, если я снесу тебе голову, да? О, уже многие хотели. Зато я это сделаю. Это была разминка. Капитан может обратиться за помощью? Никогда! Это медвежонок. Я справлюсь. Ты что-то говорил о помощниках, Снак? Да, я предлагаю вам заключить договор с наемными варварами. Капитан, позвольте представить Валькора, главного кашкадава из Долины Счастья. Привет, Вэл! Живо разберись с этим медведем! Валькор идет! Мама! Могу предложить Корока, грозу гривастых львов из Нгаты. Корок идет! Могу предложить Собрака, козлоногого безбашенного маньяка из Дингенгилглена. Айвора Костолома, трехпалого Пита, бешеного кита Спаза, Юнтера Зубодробителя. Все, варвары кончились. Перси Монстр был последним. Ну как он? Не очень. Я в нем сомневаюсь. Все, спекся. Этот медведь чемпион. Нам надо его обхитрить. Кто-то должен его отвлекать, а я войду внутрь и возьму сокровища. А кто сможет его отвлечь, капитан? Почему вы на меня так смотрите? О, нет! Вы хотите меня использовать? Ни за что! Съешь меня. Давай, Тулус, зови его! Эй, медвежонок, посмотри сюда. Тебе нравятся вкусные лысые пудели? Идем, Снак, это наш шанс. Привет, медвежонок. Нет, близко не подходи. Вот они, Снак. Вы же сказали, что вы не пираты. Я солгал. Пока. Спасибо за помощь. Надеюсь, ты скоро обрастешь. Спасибо. Учтите, на этих сокровищах лежит проклятие. Что? Сокровища прокляты. Да, спасибо. Что он сказал? Он сказал, что сокровище кем-то проклято, капитан. Их лучше вернуть. Ты что, рехнулся? Чтобы нас сожрал этот медведь? Греби скорее на корабль, а я открою сундук. Ага, я открыл, Снак. Ну что? Что там, капитан? Что в нем? О нет, глазам не верю. Морковь. В сундуке одна лишь морковь. Вот не везет. Все это так глупо. Какое ужасное разочарование, капитан. Не говори. Зато на нас не падет проклятие. Давай, Снак, налегай на весла. Дядюшка Мортимер. Итак, я дядюшка Мортимер,
находясь в здравом уме и, надеюсь, в здоровом теле, делаю следующее распоряжение на случай моей безвременной кончины. Моей сестре Элси я оставляю свой летний коттедж на мысе Провидения. Надеюсь, термиты его не совсем сожрали. А мой сын Даймонд получит наши семейные, весьма доходные навозные кучи. В заключение я... В заключение? Что это значит? Я не верю, что старик Мортимер, дядя Морти, как я его называл, когда мы вместе коротали долгие зимние вечера... Я могу дочитать? Читай, сколько влезет, ты жалкий сутяга, а я ухожу. Идем, Снак. В заключение я хотел бы напомнить, что не могу обойти вниманием своего племянника, бешеного Джека-пирата. Продолжай. Ты прирожденный авантюрист, и в придачу к тому ловкий мошенник и законченный эгоист. Всегда вызывал мое искреннее восхищение. И поэтому я оставляю тебе то, что укрывал от налогов. Та-дам! То есть я очень польщен. Узнав это, ты должен всего лишь доставить мои останки и моего верного друга Скаби-Ду на остров принцессы Варваров. Когда ты прибудешь, тут же констебль отдаст тебе наследство. Он, кажется, очень зол. Снак, ты поведешь собаку, я на тебя рассчитываю. Ну, слава богу, гроб с Мортимером стоит в трюме, и его жуткий пес тоже был счастлив остаться там. Теперь нам надо скорее добраться до острова принцессы Варваров и получить свалившееся наследство. Кого это принесло? Ты читать не умеешь? Не входить продавцам, бродягам и всем, кто по ошибке постучал не в ту дверь. Я старый слуга Мортимера и его доверенное лицо, Стьюи. Ах ты умница! Привет, Скаби! Потрясающе! Этот пес всех ненавидит, и даже самого Мортимера. О, нет, сэр. Скаби-Ду любит меня. Я кормил его, ласкал и выгуливал еще в те времена, когда он был щенком. Итак, Стьюи, что ты хочешь? Еще раз взглянуть на усопшего? Поймите, сэр, заботиться о вашем дядюшке Мортимере было главной обязанностью моей жизни в течение 12 лет, и я надеюсь, что вы смягчитесь и разрешите мне проводить его в последний путь. Я должен подумать. Можно расслабиться. Я не хочу, чтобы Стьюи надоедал нам своими утомительными воспоминаниями. Нас ждет приятное плавание до острова принцессы Варваров. Как это глупо, Снак! Привидений нет! К тому же мой дядя Мортимер был при жизни на редкость ленив. Смерть для него стала прекрасным поводом лежать и ничего не делать. Я не думаю, что он покинет гроб ради забавы. Тогда что это? Неизвестно. Возможно, кто-то неудачно пришвартовался или кастрюля свалилась. Ладно, пойдем проверим трюм. Ты что-то видишь? Нет, сэр. Ну ладно, ты посмотришь вон там, а я там, ближе к выходу. Нашел что-нибудь? Пока нет. Я их очень боюсь, капитан. Кого, Снак? Исчадий ада? Любителей теплой плоти? Бродячих скелетов, мертвецов, оборотней? Капитан? Да? Мне кажется, рядом со мной кто-то есть. Не вы? Простите, капитан, наверное, я наступил вам на ногу. На что? На ногу, сэр. Но где я нахожусь, а где ты? Как ты мог наступить мне на ногу? Верно. Все равно я должен извиниться. С кем ты там говоришь? Я сейчас вам скажу. Мортимер! О, господи, Снак, какой же ты трусишка. Ты это видел? Пробил потолок. Ты мог бы сделать что-нибудь подобное, дядя Мортимер? Дядя Мортимер? Там было то, что я думал. Если ты думал, что мой дядя Мортимер восстал из мертвых, чтобы испугать или убить нас, то да. Может быть, это улучшит его настроение? Валя? Потрясающее сходство, правда?
Да, как хорош. Я держал его портрет в кладовой. Перед визитами дяди я его вешал. Когда он уходил, я опять его прятал. Кому захочется целыми днями смотреть на старого болвана, у которого вечно были проблемы с желудком и такой голос, что уши могли отсохнуть? Призрак? Дядя был добрым и сердечным, даже очень сердечным. Он всегда помогал советами близким. Вот что, Снак, завари-ка чай, а я отмечу курс. Есть, сэр. Согласно предварительным расчетам, остров Принцессы Варваров мы увидим не раньше, чем послезавтра. Хотя можно воспользоваться каналом. Это сэкономит нам время. Фу, противный. Сэр. Да, что такое? Сэр, вы ничего не заметили? Мне показалось, что здесь стало прохладней. Да, все получится. Ты хоть знаешь, что такое канал, а, Снак? Когда нужно соединить два больших водоема, через сушу роется русло. Представляешь? Представляю. Взгляни-ка на карту. Опять откуда-то дует. Вообще-то и мне стало холодно. Знай, Снак, мы сэкономим полдня, если пройдем здесь. Вроде бы у дяди раньше не было топора. Да. И он не пах? И не смотрел? И не... Знаешь, Снак, мне все это не нравится. Да, конечно, здесь тесновато. Нет, мне не нравится то, что нас гоняет по кораблю мой покойный родственник. Это как-то подозрительно. Не обращайте внимания, сэр. Многие считают и вас очень подозрительным. Нет, я имел в виду призрака. Думаю, надо его проведать. Где, в гробу? Я думаю, что возникнут сложности. Там ведь сидит собака. Ничего, я устал здесь сидеть. Пора размять ноги. Зайди внутрь и посмотри. Почему я? Почему? Я капитан, ты Снак. Вопросы есть? Нет. Он еще здесь? Конечно, я еще здесь. А ты чего ожидал? Ну, мы думали, что вы... Что это с ним? Кто бы знал, в наши дни трудно найти хорошего помощника. Да, извини, я могу отлучиться? Конечно. Ну что? Насколько я понимаю, мы не так далеко от острова Принцессы Варваров. Так что можем посидеть наверху. Да, сэр. Я не ожидал. Привет. И вам тоже привет. С прибытием на остров Принцессы Варваров. Вы, наверное, Джек. Пират. Это так, сэр. А сундук для меня? Да, сэр, для вас. Мои злоключения кончились. Я смогу купить себе лимузин и отличные кроссовки, и... Отдай сундучок. Но это мое наследство, а вы мертвец. Молодец, Скаби! Собаки любят лизать попойных? Стюи, это был ты? Ты залез в дядин гроб, а потом нас пугал? Конечно. В его планы входило, притворившись дядей Мортимером, украсть ваше наследство и смыться с ним. Все верно. И у меня бы все получилось, если бы они не были так ловки и не собака. Идем. Твое место в тюрьме. Мошенник, а что мы теперь будем делать, сэр? Я хочу увидеть наследство. Собачьи галеты — прелесть! Я не ел таких очень давно и тебя угощу. Вот. Ой.
Ну? Земля! Идем, серый бездель. Не хватает их. Только не заплывай за край света! Бешеный Джек, пират. Великий вулкан. Смотри, сколько чаек, Снак. Что мы с тобой в последний раз ели? А паук, которого я поймал, считается? Это был паук? Ты скормил мне паука? Я думал, что это краб. Это был паук, и вообще это было почти 3 дня назад, капитан. 3 дня! 3 дня без еды, а я не вижу никаких признаков того, что земля близко. Может, поставить еще парус, чтобы быстрее двигаться? Нас ждет голодная смерть, Снак. Мы должны найти еду. Великий вулкан будет говорить. Эй вы! С вами говорит великий вулкан. Вулкан голоден. Достаньте ему китайскую еду. Но, Великий, мы кормили вас час назад. Не раздражай меня. Не доводи до греха. Я знаю, когда меня кормили, но я снова голоден. Вы разве к этому не привыкли? У нас больше нет китайской еды, Великий. Не желаю слушать. Великий вулкан страшно голоден. Я начинаю плеваться. Надо его накормить. Да, шеф, но ресурсы нашего острова быстро кончаются благодаря аппетиту великого вулкана. От леса гамбургеров только булки остались. Нужно срочно расчистить территорию для еще одной плантации гамбургеров. Как вкусно пахнет, Снак. Но это, конечно же, галлюцинация. Нет, на этот раз не галлюцинация, капитан. Все настоящее. Где ты смог раздобыть эту пищу? Вам нравится, сэр? Нравится? Я в восторге, Снак. Где ты это нашел? Начинку я сделал из обрывков паруса, а лепешку слепил из помета и перьев чаек. Ну, неприятно спрашивать, но спрошу. Где ты взял зеленый соус? Сэр, вы помните, что недавно мне стало нехорошо? Если гамбургеры его не устроят, нам скоро придется покинуть родной остров. Каким образом, шеф? Наш остров создан из пищи, и мы не сможем сделать корабль из пиццы и китайской лапши. Да, мы как-то пытались, и у нас не вышло. Остается уповать на судьбу. Знаешь, Снак, ты отлично мне послужил, и пришло время тебе отплатить. Спасибо, капитан. Топор наточен. Спокойно, Снак, я посмотрю, что у тебя внутри. Нет, капитан, пожалуйста, не ешьте меня. Я невкусный. Эй, вы чувствуете, капитан? Да, ты пахнешь как гамбургер. Нет, стойте! Капитан, возьмите! Что это, закуска? Отлично. Нет, капитан, смотрите в трубу. Я лучше съем ее. Ну ладно. Боже, мне хуже, чем я думал. Я вижу остров с чизбургерами на деревьях. Спускай шлюпку! Здесь какой-то странный песок. Святые угодники, Снак! Это не песок. Это коричневый сахар. А это не раковина, капитан. Это картофельные чипсы. У меня такое впечатление, что весь остров сделан из всякой еды. Эта лиана съедобна. И кора пальмы тоже. А эти червяки? Не ешь червей, Снак. А все остальное есть можно. Капитан, смотрите. На этих деревьях полно чизбургеров. Идем, Снак, натрясем их. И наедимся. Скорей, наполните меня едой. Не забудьте прислать кока-колу и побольше цыплячьих крылышек. Я надеюсь, что шеф и Мабу скоро вернутся. Если они не вернутся, вулкан засыплет нас всяким мусором и костями. Отличное место, да? Согласен, капитан. Кто-то жует. 2 чужака едят бургеры. Их так мало осталось, шеф? Это их корабль. Наши молитвы услышаны. Надо скормить этих идиотов вулкану и удрать отсюда на их корабле. В атаку, ребята! Да, давно
так не ел, Снак. Что? Что случилось? Несколько синих дикарей стоят за вашей спиной, направив на вас оружие. Неужели? Они не теряют времени, да, Снак? Могу я воспользоваться возможностью и сказать, что я был счастлив работать с вами? Ты вряд ли успеешь. Прощай, Снак. Ой, больно! Молчи, Снак, нас не убили. Не думаю, что они нас убьют, капитан. Нет, мне кажется, что они нас полюбили. Вы боги, о которых говорится в легендах. Это похоже на сон, Снак. Я согласен, капитан. Нас считают богами. Боги, съешьте хоть все, мы еще принесем. Ах, как это вкусно. Снак, я поправился? Я должен сказать, что вашу фигуру больше не назовешь юношеской, капитан. Почему ты не поправился? Другой метаболизм, капитан. Мне бы его иметь. Эй, вы, вот, дайте кексик. Эй, синие, дайте кексик. Я вам сказал, дайте кексик. Я ужасно голоден. Где моя пицца? Кто это? Наш великий вулкан. Это злой дух, и он голоден. Да, похоже. Дайте ему что-нибудь, пока он не разрушил остров. Да, мы дадим. Дорогие соплеменники, наш час настал. О каком часе он вещает тут, капитан? Не знаю, Снак. Может, о часе десерта? Совсем скоро мы освободимся от тирании вулкана. Как только мы бросим этих чужаков в его жерло, мы тут же покинем остров на их корабле. Не очень похоже на десерт. Я в последний раз говорю, или скорее кормите меня, или начну плеваться. Мы сейчас. Снак? Эй, вы что? Что вы делаете? Как же мне теперь встать? Идемте, друзья, нас ждет корабль и свобода. Да! Сейчас же вернитесь! Вытащите меня! Милый добрый Снак! Снак, ты слышишь меня? Ты жив? Я боюсь. Кто там заткнул дыру? Эй, убирайтесь оттуда, пока я не начал плеваться. Вы великий вулкан. Что? Нет. То есть, да, ты уходи сейчас же, или великий вулкан уничтожит тебя. Ой, вот кошмар. Я сломал плевалку. Скорей, парень, надо бежать отсюда. Можем взорваться. Значит, вы вовсе не злой дух, вулкан? Нет, конечно. Я известный певец. Много лет назад мой корабль потерпел здесь крушение, когда я плыл в Лас-Вегас. Я увидел всю эту еду и решил разыграть местных дикарей. Я не бог. Я охотничий пес. Идем, вулкан, надо выбираться. Нам туда. Выход наверху. Но капитан своим задом заткнул его. Это плохо, приятель. Нужно срочно найти выход. Нас здесь завалит камнями. Похоже на то, малыш. Вот, держи, надевай на голову. Картонный стаканчик тебя защитит. Здесь становится неприятно. Да, шеф, я вами восхищаюсь. Вы так ловко все провернули. И не говори. Ну и куда мы отправимся? Куда захотим, здесь же нет злого духа, который нам приказывает. Слава богу, Снак, нам повезло. Теперь надо разобраться с наглыми дикарями. Не обижайтесь, капитан, но чтобы за ними угнаться, вам следует похудеть на пару килограммов. Правда? Месть подождет. Но как мне сбросить лишний вес? У меня есть идея, капитан. И раз, и два, и три, и четыре. Живее, капитан, активней.
активней. И раз, и два, и три. Активней. Ты станешь активней, когда я приду в форму, Снак. Не отвлекайтесь, капитан. Снак находится в розыске. Чем вы заняты, сэр? Поскольку наш корабль ставит в сухой док, чтобы отскрести от днища всякие наросты, я решил заняться пиратской профессией на суше. Валя? Разыскивается за пиратство и отказ есть овощи. Награда 2000 золотых. Это, конечно, лестно, но почему за меня так мало дают, а? Снак, посмотри на себя. Я буду счастлив, если хоть сколько-нибудь за тебя получу. Да, конечно. Сейчас я тебя отведу к шерифу, получу наши деньги, а потом организую тебе побег. Хорошо. Я взял его! А? Что? Я поймал преступника, который находится в розыске. Это пират, который не ест овощей, и его зовут Грязный Снак. Еще бы ты не поймал. Сразу видно, что вы с ним в сговоре. Я не понял. Разыскивается реальный бандит. Награда 2000 и 1 золотой. Должен сказать, что вы меня очень расстроили. Быть арестованным и сидеть в тюрьме всегда неприятно. Дело не в этом. Я так же, как и ты, мало стою. Вот ваш сокамерник Артура Гальенте. Он убивает всех, кто ему не нравится. Надеюсь, до утра вы доживете. Сокровища. Сокровища? Да, сокровища. Далеко. Сокровища. Как далеко? Как далеко сокровища? 200 тысяч золотых. На дальнем краю веселой долины. Под большим валуном. Я в школе, но я совсем голый. Очень голый. А? О, привет. Я только что узнал, где спрятаны огромные деньги. Мы едем за ними. Веселая долина. Снак, мы на месте. Через несколько дней мы пересечем эту солнечную долину и получим 200 тысяч золотых. Хорошо? Здесь вовсе не весело. На первый взгляд. Я уверен, что очень приятно идти по этим каменистым террасам. 8 минут спустя. Поскольку нигде не видно моста, переплывем этот ручей. Снак, это не ручей, да? Вовсе нет. Как я и подозревал. Пошли? По-моему, уже время обедать. Там сидят грифы? Мы еще не умерли. О, нет, сэр, что вы видите? Мираж? Почти что. Это слиток платины. Эй, добро пожаловать в мой слиток. Это фантастический клуб. Слушай же ты, пират Джек, ты решил заглянуть ко мне в гости, крошка. Ты что, все еще покупаешь одежду в аэропортах? Она дрянь. Знаешь, что тебя убедит? Зеркало. Я должен сказать, я только раз видел парня, который страдал от жажды сильнее. Это не важно. Кто он такой, Дина? Ага, откуда мне знать? Эй, парни, почему бы не пригласить этих драных котов в нашу веселую компанию, а? Я не знаю, они одеты как гости из прошлого. Эти парни со мной. Это коктейль. Можно еще один? Еще один. Думаешь, я получаю их даром? У них галлюцинации, значит, скоро мы поедим. Что они танцуют? Ча-ча-ча? Румбу? Я люблю танцевать. Почему мы нигде не бываем? Эй, Сэмми, почему ты не дал им ключи от номера? Эй, Дик, они чуть не подохли в пустыне, а мы тут жадничаем. Паралам. Эй, друг Джеки, посмотри на эту крошку. Тебе нравятся ее ноги, ее глаза, ее одежда? Вообще-то я никогда не обращаю внимания на одежду. Снак! 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 Что тебе понадобилось? Ой! О нет, мы все еще в веселой долине. До тебя дошло, Снак.
Давай двигаться, или мы никогда не найдем деньги Артура Гальенте. С чего ты взяла, что обед в 2 часа? Я не знаю. Я тебе говорила, что люблю поесть. Ну все, я больше не могу идти. Ой. Снак! Снак, мы дошли, пересекли веселую долину. Что? Снак, мы здесь. Теперь мы должны разыскать большой валун. Потом достать 200 тысяч золотых, и мы богаты. Здесь столько разных валунов. Который из них? Он должен быть большим. Идем в тенек, не стой на солнце. Сэр. Сэр. Эй, сэр. Сэр, вы валун? Да, я знаю, нам надо найти валун. Думаю, мы нашли его. Отлично. Теперь мы должны вырыть 200 тысяч золотых и считать, что все наши беды позади. А как же жажда? Пока что жажда останется. Но все остальные беды уйдут. Деньги избавят нас от усталости и палящего солнца? Нет, это придется терпеть. Но зато финансовый вопрос у нас будет решен. Но как мы попадем домой? Снак, ты должен копать! Снак, иди сюда, я что-то нашел! Да, вы нашли. Тогда доставай. Хоп-хоп. Мы победили, денежки наши. Сундук полон монет. Гальенте сказал мне правду. Хотя клад не лежал под большим валуном, как он уверял. Но вообще-то, если подумать, каждая песчинка — это просто крохотный валун. То есть все в мире относительно. Для вас это может быть песчинка, но для муравья, хотя это совсем другая история. Возможно, наша планета всего лишь песчинка в масштабе Вселенной. Довольно! Хочешь, чтобы я прикончил тебя? Оторвать тебе ноги и заставить сожрать? Прочь, мы не собираемся умирать! О, Снак, как я ждал этот день! День триумфа, славы, богатства! Умерь свою радость, бешеный Джек, пират! Артура Гальенте? Приятно, что вы помните мое имя. А теперь убирайтесь, чтобы я мог взять сундук, который вы для меня отрыли. Не выйдет! У тебя есть транспорт, почему ты не вырыл этот клад раньше? Вообще-то, я точно не знал, где он зарыт. Я боялся, что мне придется перекопать всю долину, чтобы его найти. И был прав, как вижу. Но как же ты выбрался из тюрьмы? У меня просто кончился срок, глупый пират. Меня отпустили сразу же после того, как я съел за завтраком тройную порцию очень вкусных блинчиков. Блинчиков? Хвостун, он Мираж. Тогда я Мираж, который отнял у вас 200 тысяч золотых. Но мы... Наш клад, я... Адиос и muchos gracias, друзья. Все это просто ужасно. Ни еды, ни воды, ни денег. А мы стоим на краю веселой долины. Что же нам делать? Что ты машешь? Совсем сдурел? Эй, парни, прошу к нам и забудьте свои печали. Привет! Я так и знал, что мы встретимся. Сначала надо утолить жажду, не правда ли? Я бы сказал, для вас это самое главное. Вы обслужите нас в кредит? Да, пупсик, не бойся. Они скоро свалятся. Да, наверное. Эй, не пора ли подобраться поближе? Почему-то яркие цвета меня раздражают. Я коллекционирую камни, это увлекательное хобби. Даже в книгах об этом пишут.
Идем, серый бездельник. Не хватает их. Только не заплывай за край света! Бешеный Джек пират. Проклятые сокровища миссис Граньен. Гляди в оба, Снак, будь осторожней. Здесь повсюду установлены датчики. Так что смотри, куда ставишь ногу. Ладно, капитан. Ой. Снак, сойди. Снак, ты оглох? Сколько раз тебе повторять? Слушай меня. Мы с тобой не должны завалить проект и остаться ни с чем, так? Так, капитан. Вот этой рукой открывается дверь. Ага. Скорее, Снак, входи. Капитан, а вам не приходилось слышать о том, что эти сокровища прокляты? Ах, Снак, Снак, Снак ты, Снак. Нельзя быть таким трусишкой. Нет никаких проклятий. Надеюсь, вы правы. Мы богаты! Богаты, а! Спасибо, бешеный Джек и Снак. Друзья мои, вы в который уже раз расчистили для меня путь к сокровищам и вложили все эти богатства в мои руки. Что? О нет, Флэш Дэшинг! И его команда безжалостных красоток. Матильда, присмотри, чтобы Джек и Снак ничего не присвоили, пока будут наполнять деньгами наши сундуки. Не надейся, Флэш Дэшинг! Ты на протяжении многих лет мешаешь мне разбогатеть и суешь свой длинный нос в мои дела. Но на этот раз бешеный Джек сумеет укоротить его. Что за дела? Мы снова распрощались с богатством. Причем очень позорно, капитан. Если б складная сабля не подвела меня, мы бы сейчас праздновали победу. Я верну ее продавцу. Ты ему ничего не докажешь, Джек. Продавец всегда прав. К тому же ты не вернешься домой. Пока вы будете грузить золото на корабль, я придумаю, как не избавиться от тебя и твоего помощника. Все понятно. А ты знаешь о проклятии? Я не верю в проклятие. Осторожно, Джек, деньги сыплются. Давайте, друзья, располагайтесь поудобней. Вам здесь жить, пока я ищу подходящий способ отправить вас в другой мир. Только не ошибись с выбором. В другой мир? Я в других мирах не бывал. Надеюсь, там приятно? Снак, он убьет нас. Так чего я тогда мечтаю? Проклятый Флэш! Он такой противный, мерзкий, гадкий. Ненавижу, он всегда мне мешал. Да, я хорошо это помню. Даже когда мы все вместе учились в частной школе юных пиратов много лет тому назад. Нет, нет, прекрати! Никаких воспоминаний, Снак! Никаких! Я все помню, как будто это было вчера. Нет! Частная школа капитана Черной Бороды. Итак, маленькие бездельники, внимание! Сегодня мы будем учиться бросать якорь. Кто первый? Я хочу. Хорошо, бешеный Джек. Это же очень просто. Надо потянуть за рычаг, а потом отпустить. Что ж, если ты у нас такой одаренный, начинай бросать якорь. Ну и бросил. Человек! Человек за бортом! Хоть бы он утонул. Помогите! Он запил учебное пособие! 2 плюс 2. Сколько будет? 5. Нет! Теперь кто покажет мне, как откапывать сокровища? Я! Флэш, может, ты покажешь? Да, конечно, с удовольствием покажу. О, какой чудесный мальчик. Если бы все остальные были так вежливы, как ты. Стерва! Затем клад нужно зарыть снова. Ой! Это очень просто. Прекрасно, Флэш. Ты заслужил золотую звезду. Вылезай оттуда сейчас же на холл. Ты
Ты быстро попадешь в заключение благодаря своим диким выходкам. По тебе уже тюрьма плачет. Ну, и сколько же будет 2 плюс 2? 7. Теперь мы будем штурмовать крепости. Нужно обстрелять их горящими стрелами, вбежать, схватить сундуки и выбежать. Ясно? Держитесь, сэр. Спасибо, Снак. Какой-то ты невезучий пират, Джек. Может, тебе лучше перевестись на Химское училище? Я тебе покажу училище. Я добуду сокровища. Нашел сокровище, Уголек. Я самый лучший. Скажи нам, 2 плюс 2 будет? 9. Нет. Итак, ребята, сегодня мы займемся фехтованием. На этот раз один из вас постарается защитить себя от противника, вооруженного острой саблей, имея лишь половинку грейпфрута. Вот, держи, Джеки. Защищаться грейпфрутом — это смешно. Разве можно сравнить удар сабли с ударом грейпфрута? Тише, Джек, ты же взрослый парень. Я возьму грейпфрут, а ты саблю. Отлично, к бою! Есть! Грейпфрут лучше, чем твой клинок. Снак, довольно воспоминаний! Ну, спасибо, Снак. Спасибо за то, что напомнил, как ужасна моя судьба. Ой, я ужасно скучаю по школе. Я нет. Джек, я наконец решил, как закончится твое существование. Неужели? Да. Вы с приятелем станете кормом для рыб. Как оригинально. Зачем тянуть время? Приступим к действию. Сейчас, бешеный Джек и Снак, вы примите свою смерть, а я пойду любоваться своими сокровищами. Я от тебя ничего другого и не ожидал. Блондин ничтожный. Да? Я тебе сейчас напополам разрежу. Ну и режь. Готов, Снак? Как жаль, что на него не пало проклятие, да, капитан? Сейчас оно падет на всех вас, маленькие негодники. Это вы, миссис Граньен? Конечно, только чуть больше и немного злее. Тоже правый, она по-прежнему не чистит зубы. А ну-ка, живо верните мои сокровища! Но я их законно украл, миссис Граньен. Что значит ты украл? Я их украл. Тогда ты мне ответишь. А он их украл у меня. Так ты их украл? Но после того, как он украл их у вас. Виновен владелец. Вы меня совершенно запутали. Вы, паршивцы, ничуть не изменились. Я вот что скажу. Я задам вопросы, тот, кто ответит правильно, получит сокровища. Ну, а если вы оба ошибетесь, я их заберу. Тогда скорее задавайте вопрос. И я буду жить как король до конца своих дней. Нет, я отвечу правильно. Если не надо считать. Ну, слушайте, сколько будет 2 плюс 2? Черт. 485 620. Нет. А твой ответ, тупица? Синус от косинуса? Знаете что? Вы оба ошиблись. Я выиграла. 4. Все сокровища мои. Мои. 2 плюс 2 будет 4. Конечно! Снак, ты гений! Все, Флэш, ты безнадежный тупица! Я вырвал нашу добычу из твоих лап! Как я жестоко разочарован в себе! Хорошо, берите. Конечно, если хотите 5, отдайте все мне. Что? Не смей, Снак! Я могу добавить плюс. Правда? Я отдам. Спасибо! Вон с корабля! Я получил 5 с плюсом. Нет, не получил, Снак. Мы же не школьники. Но она же сама сказала. Да, сказала. А знаешь, сколько нам стоила, Снак, твоя 5? Нет, сколько? Она нам стоила...
Волшебная лампа. Просто не верится, Снак, что мы с тобой завладели волшебной лампой Золотого Феса. А как мы вызовем из нее Джина, капитан? Это мы как-нибудь выясним, Снак. У нас полно времени, главная лампа в наших руках. Только посмотри, Снак! А если морское чудовище отнимет ее? Если здесь водится это чудовище, оно бы уже напало на нас. Посмотри, вот уже и корабль. За что? За что? За что? Капитан, осторожно. Если вы разобьете стол, нам придется платить за него. Как я мог так глупо потерять лампу? Как нам ее вернуть? Нам надо нанять хорошего рыбака. Да, но кого? Я могу поймать эту рыбу, но это будет не так-то легко, и дорого вам обойдется. Энгис Дагнабит! Да, приятель, он самый. Но я же убил тебя! Ты мертвый шотландский плут! Ты призрак! Я был призраком, но потом ожил. И ты поможешь нам поймать морское чудовище? Я готов помочь, Джек, но цена будет высока. Ну и какова же будет цена, если перевести ее в денежное выражение? Половину добычи. Спасибо, я обойдусь. Как хочешь, приятель. Капитан, мне только что пришла в голову весьма неприличная, зато дьявольски хитрая мысль. Лучше сообщи ее мне, пока она не ушла. Мы попросим Энгиса поймать морское чудовище. Когда мы получим лампу, мы вызовем Джина. Мы можем попросить Джина избавить нас от Энгиса, вместо того, чтобы делиться с ним силой Джина. То есть солгать? Сказать бедному Энгису, что мы выполним все его условия, взвалить на него работу, а когда он достанет лампу, хладнокровно забыть обо всех наших обещаниях, обмануть его ожидания и оставить ни с чем, с пустыми руками и задетым самолюбием? Да, это, конечно, ужасно и отвратительно, капитан. Разумеется, Снак, но ничего другого нам просто не остается. Эй, Энгис! Энгис Дагнабит! Мы согласны? Очень рад, приятель! Пора в путь! Смотрите, друзья, это супер-гарпун. Нам нужно загарпунить морское чудовище. Вот эта веревка, привязанная к стреле, поможет нам не потерять чудовище. Мы сможем к нему подойти и прикончить. Ясно? Да. Ты будешь стрелять в морское чудовище из гарпуна, а я встану за руль. Идемте, капитан, это весело. Чудовище прямо по курсу! Отличный выстрел! Вот. Знаешь, Снак, мне вроде бы уже стало немножко лучше, и я... Удачи вам, сэр! Хватай сеть! Схватил! Какое тяжелое! Снак, когда вытащишь чудовище на палубу, сразу же бей! А легче! Я вижу, тебе это очень понравилось. Ой, там только бешеный Джек. О боже, простите, капитан. Я думал, что это рыба. Вам не больно? А ты как думаешь? У меня троится в глазах, Снак. Теперь ты должен извиниться перед министром и устроить прием в честь моего говорящего пони. Войнушка. Эй, парни, при помощи вкусной приманки мы легко поймаем морское чудовище. Смотри, как я забрасываю. Это вроде легко. Ай!
противный Снак. Я не знаю, почему до сих пор с ним работаю. Надо подергать леску, чтобы он меня вытащил. Энгис, у меня клюет! Ну так тащи, давай вместе. Там что-то огромное! Не хочет оказаться на палубе. О, это не морское чудовище. О, как плохо. Отцепи рыбу и выброси ее за борт. Вот мерзость. Никогда не видел такой уродливой рыбы. Снак, ты идиот! Ой, говорящая рыба. Может, не стоило ее отпускать? Снак! Ты прав. Редкости дорого стоят. Снак! Она знает мое имя. Может, нам снова ее поймать? Думаю, ты прав. Удивительно. Говорящая рыба очень похожа на капитана. Ты прав. Просто как две капли воды. Эй, вы два болвана, это я, Джек! Энгис, говорящая рыба называет себя капитаном. Это наглость. Да, она может вытащить документы капитану, украсть его кредитные карточки и наделать ненужных покупок. Брось рыбе веревку, пусть хватается за нее. Да, мы сейчас бросим веревку и вытащим вас. Она думает, мы ей поверили. Плавучий хакер. О, нет! Мы заживо съедены чудовищем! Мы не выберемся отсюда! Во всем, Энгис, есть что-то хорошее. Что здесь хорошего? Мы поймали говорящую рыбу. Это невероятно! Посмотри, ты безмозглый! Это же я, капитан! Нет, ты притворяешься капитаном. Я и есть капитан! Ты рыба! Капитан! Рыба! Капитан! Рыба! Да, это капитан. Ты считаешь себя отличным рыбаком, а смотри, где мы оказались. Ну, в общем-то, я поймал чудовище. Это зависит от восприятия. Мы смотрим на него изнутри, правда? Никто не смеет так грубо говорить с Дагнабитом и при этом оставаться целым и невредимым. Поговорим, а? Я буду рад надавать кулаком по твоей безмозглой башке. Капитан, смотрите! Это лампа! Снак, скорее вызывай Джина, пусть вытащит нас отсюда. Джин? Нужно сказать волшебное слово. Какое? Абракадабра? Правда? Правда здорово? Странно, но здорово. Давай-ка пригласим гостей. Шотландца, пирата и большую крысу. Шотландца, пирата и большую крысу. Все верно. Кто же придет к нам в гости? Не мог бы ты вызвать сюда Энгуса Дагнабита, крыса Снака и бешеного Джека Пирата? Мы рады вас видеть. На них такие странные костюмы, да? Это здорово. Это странно, но здорово. Ну и что вас сюда привело? Мы разыскиваем Джина из лампы. Что смешного? Ты что? Ты не знаешь? Чего не знаю? Ой, я не могу. Я умру. Ой. Хватит, Эд. Здесь нет Джина из лампы, здесь Джонни из лампы. К сожалению, наше время уже кончилось. Смотрите на завтра. У нас в гостях будут Ганди, Спайс Герлз и очаровашка Бо.
Земля! Идем, серый бестель. Не хватайте. Только не заплывай за край света. Бешеный Джек, пират. Бешеный Джек и великан. Я люблю, когда в городе ярмарка, капитан. Да, ярмарка это прекрасно и пахнет замечательно, но, к сожалению, сегодня нам платить ренту. И ты, Снак, должен будешь отдать этот золотой нашему злобному гангстеру, хозяину морского цыпленка. А вы что будете делать? А я собираюсь отдать другой золотой в благотворительный фонд осиротевших танцовщиц. Как это благородно, капитан. Встретимся вечером на корабле, Снак. И обязательно отдай деньги Вилли. Не вздумай потратить их на что-то другое. Есть, капитан. О, мистер Матрос, не пора ли приобрести новый одеколончик? Дамы, вам просто проходу не дадут. Покупайте тапки, мягкие, теплые, даже лают, когда наступает. Леди и джентльмены, добро пожаловать в прекрасный удивительный мир системы 5000. Для начала я хочу представить вам несколько счастливых покупателей системы 5000. Вот, Гельдакамп. До знакомства с системой 5000 я проводила в постели часов по 6. Через неделю приема системы я сократила время сна до 5,5 часов. Вы получите полчаса свободного времени. А это Гриппи Слипшот. Перед тем, как начать прием системы 5000, я чувствовал слабость и тошноту. Теперь я чувствую только тошноту. Чудесно! А как вам мнение этого человека? Я молюсь на систему. Прежде моя жизнь была полна недоразумений и лишена всякой логики. А теперь, благодаря просветляющей сознание системе 5000, я понял, что мне во многом мешала врожденная неудачливость. Это был не безумный старик, а представитель власти, мэр Дилби Спиджит. Революционная система 5000 полезна, интерактивно, модно, компактно, а самое главное, ее можно носить с собой. Ой. А из чего она состоит? Система 5000 составлена из множества подсистем, которые, взаимодействуя, образуют общую систему 5000. Что она еще может? Вот. Снимок вашего слуги примерно в 4-летнем возрасте. Посмотрите на его лицо. Он плачет и совершенно несчастлив. Снимок был сделан до открытия мной системы 5000. А эта фотография была снята пару недель назад в тропическом круизе. Выражение эйфории на моем лице — это одно из многих изменений, которые произошли со мной после использования системы 5000, перевернувшей мою жизнь. Личное состояние возросло с момента первого снимка, и я удивительно вырос с тех пор. Как здорово! У меня всего 3 золотых, мистер Эрнест, но мне нужна система. Этого хватит, держи! Но это же 2 боба на ниточке. В этом прелесть системы 5000. А теперь, извини, у меня полно дел. Как будет рад капитан, когда это увидит. Ты что? Снак, ты должен был идти к злобному Вилли и отдать ему деньги. Что теперь будем делать? Но это революционная система, капитан. Вовсе нет, это всего лишь 2 боба на ниточке, Снак. Что в них революционного? Но они должны полностью изменить нашу жизнь. Эрнест так сказал. А в этом он не ошибся. Это изменит нашу жизнь, потому что нас скоро не будет. Но мистер Эрнест сказал, что мы себя не узнаем. Да, вообрази, как ты будешь выглядеть с головой на месте хвоста. И с хвостом вместо головы. Ты глуп, Снак. Туп, беспечен, наивен, прост, смешон. Завтра же ты пойдешь и украдешь эти деньги, а потом отдашь их злобному Вилли. Но если я украду деньги, я совершу грех и буду за это вечно гореть в аду. Снак, вечные муки в царстве Люцифера и его рогатых козлоногих подручных просто ничто по сравнению с 5 минутами со мной и этим степлером. А, я понял. Следующее утро. Великан Бинсток, это новость? Им что, больше не о чем писать?
Эй, капитан, здесь пишут, что великан Бинсток появился в округе. Это же невероятно! Да, это невероятно. Интересно, этот великан выше крыш? Снак, это сказка. Если бы здесь был великан, он бы жил в замке, как в том, что над нами. Замок великана! И в замке наверняка есть сокровища. Идем, Снак. Мне не терпится добраться до денежек великана. Я боюсь, что мы не сможем всего унести. То есть? Великан гораздо больше, чем мы, и его вещи тоже. Вот посмотри хотя бы на эти предметы. Я никогда не видел такой бумаги. Можно взять ее на корабль? Наша кончилась? Уже давно ее нет. Ну, ладно, бери скорей. Нам нужно найти сокровище. Я сейчас ее размотаю. Хорошо, капитан? Да, только быстро. В чем дело? Я слышу чьи-то шаги, капитан. Слезай, живо! Снак, ты идиот! Спасите! Капитан, помогите! Капитан! Как я ему помогу? Спасите! На помощь! На помощь! В туалете вечно начинаются галлюцинации. Прыгай, Снак! Эй, вы кто такие? Стойте! Он умер? Еще нет, Снак. Он вырубился. Смотри, ключи. Я уверен, они от сокровищницы. Надо их взять. О, он поднимается. Прячься. Быстро, сюда. О, вот это коридорчик. Смотрите, капитан, пульт управления. Я такого еще не встречал. Посмотрим. Ну, начнем. Я нашел его записи, капитан. Отлично, узнай, где он прячет сокровища. Давай, детка, вставай. Сокровище в подвале, капитан. Да. Вперед, нечего останавливаться. Капитан, вот сокровище. Вот. Здесь только одна монета. Да, но зато какого размера? Да, ты прав. Нам нужно перенести ее на корабль. Давай, Снак, напрягай спину. Она слишком большая. Это чистое золото, Снак. Нечего жаловаться. Эй! Это моя монета. Бежим! Отдайте мою монету, ворюги! Ни за что, мы ее честно украли! Да! Ха-ха, маленькие воришки! Я победил! До сих пор не получены деньги от Джека. Он должен отдать их, или я откручу ему голову. Отлично, вот и бешеный Джек. Гони мои деньжата, или я... Я расплачусь. Буквально через секунду. Отлично. Идем отсюда, пока они не очухались. А как же монета, капитан? Мы могли бы ее распилить и отдать злому Вилли его часть. Ее лучше не пилить, Снак. Почему, капитан? Потому что она шоколадная, Снак. Какое разочарование, капитан. Я боялся, что нам не удастся спустить вниз корабль. Да, но все хорошо закончилось. Меня волнует судьба этого великана. Нашел о ком волноваться.
Я упал на корабль. Похищение пальца мумии. Капитан, зачем мы напялили на себя эти тюрбаны? Чтобы, Снак, быть похожими на местных. Чтобы никто нас не заподозрил, когда мы отстанем от группы и украдем сказочные сокровища мумии. Приветствую, леди и джентльмены. Добро пожаловать в гробницу Тутанкрамона. Предупреждаю, пока вы будете находиться в этом историческом месте, держитесь все вместе и ни в коем случае не уходите за ограждение. Вы поняли? Я рад. Тогда начнем. Пошли. Пора смываться, Снак. Подождите, капитан, а как же книга с расшифровкой иероглифов? Что? Да, пожалуй, ты прав. Без нее мы не сможем прочесть иероглифы и найти гробницу нужной нам мумии. Пошли в сувенирную лавку. Привет, у вас есть книга-расшифровка надписей пирамиды? Ой, я извиняюсь, но ее нет. Что? Нет? Но у нас зато есть кольцо-переводчик, заодно и со соломкой и перечница. Хотите? Что? О, отлично. Я беру. Идем, Снак. Эй, стойте! С вас 5,50. Так, проверим здесь. Ну, что это значит? Те, кто желает найти тайные сокровища Тутанкрамона, чтобы украсть их, должен проникнуть в гробницу. Это о нас. Великого фараона, и может сделать это... Да, и как же, как же? Только если сильно нажмет на голову статуи золотого хорька. Она вон там. Отлично! Это все? Нет, здесь еще кое-что. Нажатие на голову хорька приведет... Да, приведет нас к богатству. К активации скрытого устройства, стреляющего отравленными булавками в того, кто хочет украсть. Вам лучше не трогать хорька. Ты мог бы прочесть все это быстрее, Снак? Снак, Снак, получилось! Мы в сокровищнице Тутанкрамона! Вы правы, капитан, мы богаты! Мы богаты! Мы богаты! Мы богаты! Только не вы! Я попал сюда первым! Я узнал этот голос! Капитан, смотрите! Это Чак, искусственный краб из 8 серии. Ну, привет! Привет, Чак. Ты по-прежнему вытачиваешь клешнями ключи? Нет, я больше не вытачиваю никаких ключей. Правда? А что ты делаешь? Ну, я устроился на работу в музее. Я хотел стать экскурсоводом. Мне ужасно нравится эта работа. В общем, мне дали группу туристов и... И что? И я потерялся, ясно? Здесь! Я пропал, ясно? Ты счастлив, а? Ну? Это не важно. В общем, я сижу здесь уже довольно давно. И не могу выбраться. Да, Чак, это просто ужасно. Но ты можешь помочь нам похитить сокровища? Особенно палец Тутанкрамона. Неужели вы собираетесь украсть палец? Конечно, собираемся, Чак, и ты нам поможешь. Вы не знаете, этот палец проклят. Мы палец схватим и домой покатим. Пока проклятие не снято, не надо, не надо. Ну все, хватит лирики. Только не трогайте палец. Капитан, смотрите. Господи, ну надо же. Он. Красивый было бы сильно сказано, но ценный сойдет. Он такой ценный. Каким бы ни был, положите назад. Что же вы наделали? А что? Теперь все мы будем заживо похоронены здесь вместе с пальцем. Не стой, Чак, нам надо выбираться. Я же говорил, отсюда нет выхода. Вы меня просто не слушали. Никто меня не слушает. А что находится там, Чак? Я думаю, это латынь. А что это на твоей латыни значит? Зачем вам знать, что это значит? Все равно нас всех здесь скоро засыплят песком. Тебе не кажется, что должна быть буква И передакс, правда? Я не знаю. Ты думаешь, там написано «экзит» вместо «ксит»? Экзит, дураки! Это же выход! Бежим!
Куда дальше, Чак? Быстрее, Чак! Ты же здесь работал экскурсоводом! Я же сказал, что это было недолго. И хватит давить на меня. Я не могу думать под давлением. Наверное, чтобы выбраться, надо бежать направо. А теперь куда, Чак? Что? Дверь позади! Куда? Это, наверное, выход. Ты прав! Бежим! Отлично! Что теперь делать? Не знаете. Туалетная бумага еще прицепилась. Капитан, это не туалетная бумага. Что? Верни мой палец! Вы не могли бы заткнуться? Это робот. Мумиеподобный робот нового поколения. Вы уверены? Конечно, идемте. Итак, если бы это была настоящая мумия, я бы не стал этого делать. Вот, видите? Настоящая мумия разозлилась бы на меня. Более того, насколько я понимаю в мумиях, настоящая мумия никогда бы не допустила этого. Вы видели? Если бы это была настоящая мумия, она... То есть, будь это настоящая мумия, она бы оторвала вам руку и лупила бы вас ею? Разумеется. И поэтому я могу вам сказать, что это настоящая мумия. И нам всем надо громко орать. Верни мой палец! Куда поедем, друзья? Поезжай на станцию. Отлично, едем. Пошел он. Ну, как вам здесь? Официант! Можно принять ваш заказ? Да, я... Верните мой палец! 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 Мне нужен мой палец! Капитан, ему и впрямь нужен палец. Верните его. Никогда! Быстро на озеро Виктория! Да, это была отличная мысль. Теперь можно жить спокойно. Да, и палец остался у нас. Наконец-то знак мы с трофеем. Как только приедем домой, тут же продадим палец. Да, капитан. А Чаку можно с нами? Да, конечно, если он отдаст мне свою долю прибыли от пальца. Мне она не нужна. Я думаю... О, нет. Полиция! Привет. Давай, обыщи их всех. Руки на машину, пожалуйста, живо? В чем дело? Молчи. Мисс, это они? Это что, все из-за пальца? При чем тут ваш палец? Вы арестованы за неуплату. Неуплату? Да. Я сразу их узнала, особенно того с длинным носом. Сразу узнала. Почему ты вечно суешь свой нос не туда, куда надо, Снак? Да, длинноносый в красном камзоле. Он их главарь. Это он убивал, не расплатившись за кольцо, переводящее иероглифы, а заодно служащее перечницей. Оно у него. А теперь загружайтесь в машину. Кольцо не мое. Его подкинули. Это ошибка. Расскажешь это на суде, умник. Спасибо, мисс, за вашу помощь. Я всегда рада помочь полиции. Ой, а это еще что такое? Я не знаю. Воняет. Выброси. Ну все, хватит снимать. Здесь нет ничего интересного. Убирайся.